Фокуса не будет. Патищик заболел. Фокусники тоже. Может, все-таки будет? Пока не хочется. Хер бы с ним. А, Добрый вечерочек. Всем приветики. Че, сейчас начнем потихонечку поиграть во что-нибудь. Вроде как сегодня намечалась КС-чка. И что-то еще. Ну короче, World War 3. Продолжаем. Давайте пока с нее и начнем, пока Егор не пришел. Так, я в Дискорд там залетел. Дискорд. Все, Дискордик залетели, ждем Егора, сыграем пару каточек в World War 3. Если принесли шмотки, сейчас обязательно посмотрим. Ой, нету даже, мол. Так, вроде бы. Да. Вот она, блин. Берем оперативничку вот этого. Единственное, что мы ему меняем перчаточки. Соговские поставим. Вот так. Да ладно, Mechanics Gloves есть? Я не понял, что это не прикольно. Конечно. Щит happens. Бля, прикольно шевроны. О, hold my beer. Пойдет. Сюда его. Спецназ. Marines. Оставим спецназ, а то я что-то здесь его не вижу. Так, снаряжение, да? О, я дробовик открыл. Прикольно. Споттер. Вот. Все шикарно. Мне теперь начинает все нравиться. У меня есть еще на АК-15, на F4. Пока возьмем АК-15 с вот этим чертежиком прекрасным. Он короткий. А что на имку какой чертеж? Ну, тоже не сильно длинный. И больше она уже на АШК похожа. Если чем отличается, по сути, АШК от М-ки. Раз, два. Магазин чуть-чуть. Примерно такой же приклад. Ой, очень похож. Где она? Ну, по сути-то. По сути, она одна хуйня. Все, что мы русские. Мы берем вот этот чертеж себе. Ну, пулеметчик, конечно, прикольный такой. Бодрый.
Так, что там кто пишет? Как твое самочувствие? Ну, чуть все еще нос говорю, мокрота отходит. Как у нас вообще? Ну не лагай. Пожалуйста, спасибо. Так. Антиармор дефолт. Helikopter, helikopter. Папку вот это поставим. Ладно. Ебать, фугас. Нас, короче, ничего пока здесь не понимаю. Вставляем. Россия. Сока 15. Ну все, блядь. Ну все, блядь. Все, блядь. Все, блядь. Все, блядь. Так, ладно, надо опробовать хуйню эту. Правильно? Поэтому режим командный бой. Поехали. Москва. Командный бой. Шикарно. Сейчас как раз акашки попробуем. Кто что пишет? Блять, мне же где-то... Так, ну что, ассаут. АК-15. Ай, давай. Ай, блядь. Ты шо, ёбнутый? Так, ну проверим акашку. Ему пизды дал. Немножечко. Опа. Ага, мне там было ожидал. А, вылазь. Мама! Мам. Блять, на 93 хае. Ай! Блять, кто-то укусил меня еще. А то какая-то. Так, так, сюда. Пробегаем. Оп. Пап. Блять, свои. Так. В принципе, оттуда может быть.
Ну, ака бот разбривает, конечно. Теней будешь видеть. Вот, блядь, испугал, залупа ты конская. Так, 3-2, нормально. Ну, нихуя у тебя там армора. Эти все еще покинули, подзарядились. Так, дальше. Хорош. Это что это был? Давай. Вот, нихуя ты не убил. Гандон, бля, обманул меня. Ты гонду? Так. Свои топают. Мы так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, тикульно, все чекаем. Так. Так, все чисто. Оп-оп. О, блядь, это не свой? А он... Ну, неважно. Не суть. Отдыхай, ёпта, у меня калашников. Ты, а ты урод, блядь. 4, пойдёт. Звук мне еще нравится. Я чего там? Мы победили хоть? Вроде да. Вроде бы даже выиграли. А, не включил. 5-4, нормально. Сейчас еще шестерик к 3 оформить, вообще будет заебись. Давай, 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 давай. Что за лупер? Куда пошел? А... Ты пидорас. Просто, блядь. Ну, алло. А, ну их там 2 человека пикает. Да, как пока не очень у меня пошло. Да, ёпта, откуда вас столько? А, свой. А, это... Я же убил. Блять, ну я же в голову убил чела. Прям в голову ему попал. На позицию. Охуеть. Я такое не ожидал что-то. Совсем. Умираю. Я, по-моему, ни одного не убил. Ай-ай-ай.
91-й. Сука. Еще один. Мы с Тамарой ходим парой, блин. Я только с ней, блин. Сука. Да что ты, блин? А я лови, блядь. Ёбок. Блядь, да раскидали. Я-то охуел. Блядь, долбоёб, съеби нахуй. Блядь, я пошел. Ну идиот. Блядь. Вылезает ты, блядь. Шара. Я хочу космонавта, блядь. Сука. Ну, сука. Ну и что там? С отрицательным КД? Пиздец. Да. Ну почти 8-9, блядь. 3-3-3-3, блядь. Уэ. Угу. Команда бой Берлин. Заебись. Да. Лежать, сука. Восьмиклассница, дискотека не умела краситься. По имени Оля. Что? Хуя он кинул. Что я сейчас буду куда идти? Так, здесь где-то я умер. Я там кого-то присматриваю. Просто не умер. А, для этого. А... Ну что за тайминг? Я только отвернулся, блин. Дайте пострелять-то, пожалуйста. Дробовик? Блять. Удалите нахер вообще из всех игр ебучие дробовики, блять, ну это ж вообще жесть. Это не оружие. Угу. Угу. Понял. Нахуй надо вообще, не понял.
Ничего показалось. Походу. Ладно. Блять, страшно было. Ноль. Ты мой, сука. Ну так чисто подзахилил. Жопу свою. Кто почел? Еще один. Да, что нас оттрахали. Отличная хае. Блин. Клеймор, блядь, сука. Ну ладно. Чела с собой забрал. 50 полом. Какой-то, блядь. О, нет, я туда не пойду. Угу. Интересная позиция. Ладно. Свои. Снова вниз. И снова седая дочь. Блять. Нахуй иди. Ты нахуй иди. Не понял. Чё, ебло совсем, блядь? Спереди одного ушел. Хорошо. Achtung, Achtung. Ай, блядь, даже индикатора не был. Блядь, я так хорошо зашел в спину. О, совсем другая статистика получается. Ой, убил. Нихуя там, блядь, его. Блять, как убить-то вообще? Я чела убил? Да, забрал. А, нет, не забрал.
Блядь. Ну, блядь. Как? Как? Блядь. Ебал эти удочки, блядь, сраные. Ну, да стреляйся, блядь. Да что? Я думал, меня взорвало, я уже хотел, блядь, сгореть. Мы же выиграли. Ладно. Краткоствольным говном бегает на АДС. И я. Чё у нас? О, я даже в 1 КД вышел. О, нормально. В меню. Так, надо сейчас эмочку будет поставить. Посмотрим, как эмочка себя поведет. У командном бою. Прекрасно, вот я знаю. Арсенал, снаряжение, ассалт, ента, мелко, чертежи, хуя, все. Но сейчас она выглядит вообще ашка. Ну и как раз Варшава. Девочка, поехали. Поехали, попробуем. Ух ты, она с окогом. Блять, да ладно. Так я, конечно, смотрю, вроде бы выглядит неплохо. Вообще игра сама по себе. Ничего сверхъестественного, при всем при этом не мерзко. Ух ты, ну что ж, двоих нашел. Молодой человек, вы куда? Билетик предъявите, блин. Съемочка приятная. Да, блядь. В спину пришел. А я тебя видел. В смысле он не умер? Алло! Там уже хая под ним взорвалась. Интересно. Ай. А ты умрешь, блядь, в любом случае. Ты и твой друг тоже. Блять, елка очень приятно. Блять, да кто? С спины все было. Блять, почему-то показалось, что слева.
Очень простая стрельба у М-ки, очень легко контролится. Хилься, хилься. Чисто. Так, в меня не стреляйте. Мать вашу. Надо было убивать меня в спину, чел. Удачное место я выбрал. 5 kills. Go. Это кретин, блядь. Ну сколько я, наверное, киллов 10 сделал. Это один из лучших раундов, наверное, был за все время. 11. Не, М-ка очень жесткая. Нет, чел, ты умрешь. Он же умер. Умер. Все, заебись. Дострелял, блядь. Бум! Я ему въебала хаешка еще. Уйди. Так, он где-то здесь. Как ты заебал, ебучий казах, блядь. Иди, жумай сумбы, бля, мойся, сучара, блядь. «99 хп я ему снял. Вверх.
Что-то какая-то жесткая очень хрень. Найс. 5 минут 12 патронов. Скарчик. Скарчик. Нихуя себе он орёт. Ну ладно. Там-там, там-там. Там-там-там-там-там-там-там. А, мы еще и проиграли этот раунд. Окей, ладно. Бывает. Szanowni klienci, prosimy kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Proszę zachować spokój. To nie są ćwiczenia. Prosimy kierować się do wyjść ewakuacyjnych. Сколько хп? 22. Блин. Так, они оттуда идут. Да ты-то нахер иди, блядь, третий. Убили, брат. Да что там нахуй. Хорошо. Тебя тут... Блядь, что уж минус 5. Да иди ты нахер, блядь. Боже. Как же вы заебали, блядь. Проебали, что ли? Так, там зло.
2 фрага нам 9. Я сегодня проиграю сейчас. Блин, я очень хорошо отыграл. Такое обидно. Тридцать один к 11. Бля, я сколько сыграл? 28 к 11. Там больше косаря очков. Так, что, ну 8 левел уже неплохо. Сейчас самого того, кого того. Пойдем чуть разомнемся. Да ну 175 рублей, неужели? Ну что, опять небольшой контентик с проебом небольшого количества денежек. Давайте с конца сначала, с конца сначала. Бэнг! Обычная. Так, это было с конца, теперь сначала.
А таких хоть не было. Закрывай, не закрывай. Так, не пы, понятно. Золото какое-то было, по-моему, фурия. Хоть одну какую-нибудь блестящую дайте. А? О! Может, так и надо просить? Ну, так, в принципе, поблескивает. Ее, кстати, можно на эмочку. Ну, уже лучше выглядит, а? Сюда. Ладно, пока оставим. Сколько она стоит вообще? А стоит вообще что-нибудь? Ну, кейс я отбил. Неплохо так отбил. Пойдет, пойдет. Так, иглы. Ага, открыть. Поехали. Блестячку. Можно золотую. Третий НИПы. Понятно. Так. Правильно? Да, правильно. Стой! Пойдет. Пойдет. Лучше Бэйнс, конечно, но Мибор тоже прикольный. MIBR. Наклеечку. Блин, ее куда угодно можно. Офигенная наклейка. Очень круто выглядит. Мне нравится. Made in Brazil. О, это прикольно. Так. Так, что осталось? Так, сканца. Мне кажется, ни одной больше не выпадет нормально. Ну да. Так. Пам-пам-пам. Остановись. Серьезно. Дешевле, чем Go Ahead Eagles. Не, бро, вообще 31 рубль. Ладно. Это с этого еще раз открыть. Открыть. Обычная Австралия, по-моему, есть у меня. Так, ну и... Ну и... Ну и... Обычная ПГЛ-ка. Ну, ПГЛ-ка мне, кстати, нравилась. Вот была бы она еще какой-нибудь это самое... Ой, вообще класс. Ой, большой стикер, кстати. Что? Как по мне, прикольно. Вот, блядь. Ну, здесь темная слишком. Слишком темная она какая-то. Сейчас.
Блин, я не знаю, какие мне наклеечки где больше нравятся. Я очень хотел бы себе джиту какую-нибудь красивенькую. Или тот же Энс. Ну вот джиту, блин, ну она же вообще классная. Вот это вот такая блестяшечка такая. Блин, а голографическая вообще бомба. Красная. Форза обычная. Ну, спартаковские мы не берем, как всегда. Не забываем об этом. Витальти голографическая. Под золото. Прикольно. Так, ладно. А что этих? Из прикольного. Ну, Клауда определенно. Фейзы Холу тоже классно. Тоже с красненьким. Уф. Тоже офигенно выглядит. Тут говно. Вот это не очень. Ну-ка, блестки у этих. Ну, с блестками вот этот классный тоже. Яренькая такая. Обычная на блестки. Классная наклейка тоже. Так, что? Все. Дальше тратить бабки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты пошел на поставки. Мы открываем бизнес. Мы будем делать прибыль. Цвет не пожалуй никогда покинуть. Идея топ-1. Идея топ-1. Идея топ-1. Не победим. Идея топ-1. Идея топ-1. О, так, ну и все. И... так. Так. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, докатись хотя бы до блесточек, сука. Еще одни виталити. По-моему, у меня такая уже есть, да. Нормально пойдет. Да идите вы нахуй своими лупами, блядь. Я их чё, мне их сеять, блядь? Раз, два, три, четыре, 5 штук, блядь. Залупа. Ну, что я могу сказать? Были бы блестящие, блядь, цены бы не было. А, кстати, здесь и так неплохо смотрится. Здесь уже хуже, конечно. А вот на каком-нибудь авике, мне кажется, будет нормально смотреться. Так. Ага. Ну вот это уже наклейки нормальные. Сразу видно их. Там. Не, ну это астронавт его закрывает. Это я не могу.
Ну, вот сюда пойдет хорошо. Неплохо так сочетается, как по мне. Уж, конечно, хуёво, но по мне нормально. Здесь не видно будет, ее надо было бы вот сюда куда-нибудь. Ой. Вот сколько она сейчас на ТП стоит. Да ладно, она упала. Так сильно, 1600. Это... Калаш-косарь, блядь. Это вообще 175 рублей. Офигеть, все подешевело. Так. Игры так никогда не подражает походу. Классная эмка, мне так нравилась она всегда. Черная с оранжевым. Ничего такое, что за эмка-то? Мне не нравится глушитель. Здесь глушитель нарисован. Брифинг. Это ж говно какое-то. Что эмка-то стоит? Алло. Сколько стоит эмка-то? 8000! Не, ну она, конечно, прикольная. Блин, мне очень нравится. Ну, 8000! Нет, ну она классная, конечно. Но 8000! Это за... После полевых испытаний. Сколько же минимум ВР стоит? 13. Ну, посветлее чуть-чуть, да. Не, ну я не настолько ее тоже. Все, я теперь болельщика на IP, блядь, получается. Так, ладно.
М. А как они? Разве не так? Heroic. Hero. А. Мгм. Еще, что я еще хотел? Надо посмотреть. Ну что, надо Свинсер писать, блядь. Мгм. Так, а что я еще хотел найти? G2. 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 Охренеть, блядь. Ну, не охренеть, в принципе, это нормальная цена. Что и... Фейз. Ну, тоже нормальная цена, в принципе. Короче, найти можно будет. If they pivot up connected towards A right now, this is where the gap is. Shush has gone around the world with a flank of his own and looking now to head elsewhere, knowing that this pressure is likely. Diha alongside the in-game leader. Так, ладно. Сейчас. Что работает, интересно, такой серочек. Ну-ка.
Походу нет. Так. Подожди, у меня же эти тупиковские, блядь, сервера были. Brutal КС, точно. Ну-ка. И чё, типа, хоть хотите сказать, что у меня автоматически коннектит будет? Эм. Так. Эйдеки, ТМ, ХС, ТМ, пистол. Мультиков КТМ, БДМ. Охрененно. Это сайт, через сайт ты приходишь сразу на ДМ. Вау. Вау. Так. Вау. Ладно. Да, блядь, дайте я выйду. Брать зажим.
Блять. Угу. А идите нахер. Еблан. Почему у меня написано, что я премиум? На, въебало мне, блядь, дурачку, блядь. Зажал нахуй. Мгм. Да ладно. Что хотел сделать?
Пиздец, не достреливать. А, боже. Удобно. Найс его риснуло, блядь. Блядь, чертилы. По одному, суки. Да. Еще разок не въебало дашь, ты черт.
Да куда над головой, блядь? В смысле? Я же попал. Вот у меня в чем проблема.
Ты умри, блядь. Алло. Ну и я не попадаю. Блядь, с кем стрелялся? Ах ты, сука. А, вашу мать. Ну, я хочу стопнуть, блядь. Я вообще не понимаю, как тебе было стрелять. Патрон за ним. Нету, блин.
Ёбаный понос мне. Нос, блядь.
Я в него попал. Ники. Так, ладно. Пойду покурю, еще вернусь. Get the bomb down, get burrowed into some post plants. Already Heroic are actually starting to contest. Look at this from Refresh. Making a lot of steps. Trying to keep him guessing. Hades is going for something a bit too cheeky and punished immediately. Look, as the bomb goes down, they've lost Flank. 3. A flank for good measure. Snappy not ready. And one of the hardest teams to keep track of. It's Heroic. Spinks already concedes the round as he's revealed a safe defuse and cover. Easy to provide. Tessa's being very careful with his defuse angle. Just edging forward ever closer here, and they want to try and take this one away, jumping on in, and they will take the fight, but that'll give Spinks his first 2 kills. Got to be careful about allowing Spinks to whir on up, and the damage that Dihar did in the previous, sure, it hasn't shattered the economy of Heroic yet, but it's chipping away. Continues to chip away, chip away, chip away, but Ents do need to start posting something. Now, it's not an 8-0 streak out of Heroic, but it's a 5-1 start on Ents' map choice. We'll be forcing Saw into a tactical timeout to confer and have a conversation here. They can buy back in. Lost bonuses in play. The AKs are back on out. But that one right there was dealt with ease. They had no underwards ticket. It was quite a heavy mid lane. Did hear some excitement yesterday coming out of the analysts regarding the approach that NIP were having. We get to see something similar when FaZe were operating on Mirage as well, where it's a bit more of a different look into the mid default. They're throwing like a top mid ramp smoke, right? They do the top cat smoke, they do a top, and then instead of smoking window, they peer over the top of that to take some fights. I believe that NIP were doing something a little bit similar. See if teams want to quickly adopt that or want to use that, because it's chopping and changing some of the approaches. There's the to a map super like geeky Mirage. smoke Rops is throwing as well that covers both windows and B apps from spawn. Oh yeah, yeah. Robs is real sweaty, isn't he? I mean, like, that is a crazy powerful smoke. And this is a crazy powerful boost. They get Tessus up and across. It's another new look. Yeah, but every round, you poor Ents, you know, like, they just don't know what's safe. They constantly have to keep second guessing. Had this been the previous round, Dihir would be susceptible to the 2-man underpass. Now they've got the 2-man apps. They can rotate off after establishing control. They parked him there. And so just constantly winning this battle for map supremacy. Madden's close here, undetected. This is a dream for Madden. He actually might have the jump on Stown. For once, he's found a gap. And will get that opening frag. Ents now need to build upon it. First brick is set. Tessus spotted as well. And Spinks has been cut out of the round by Shush. Madden is going into a very powerful position, but may not be aware of Refresh so close. Bomb sitting back towards B right now, or at least top middle. 45 seconds can reroute plenty of times, and if Snappy goes down without a frag, it's big problems now. Yeah, big problems now, as they do turn their attention towards B. Refresh should find this kill. Madden with the second in the round. Now it's on Tessus. Oh, and he draws the fire, gets the info. Dihir and Hades, again, it's the same site, the same two.
This Polish duo. For national pride and for Ents, a necessary round. Got to build off that opening frag. Madden was able to provide a double in total. Hard retake here. Not going to be easy, and unlikely given the fight. Dia is covered by Hades. That is a must-win duel. Cadian might want to preserve the AWP now, albeit with lots of cash in the coffers. Gets a frag on the way out the door. Can't go for it. The kits are all down towards the short or window position right now, so even if you wanted to jump on in, it would just mean that Hades has to dance with him. Cadian does not have enough time, and holding onto this AWP is the best option he has right here, right now. So confirm the second and working into this half now ends, but it's not going to be easy, right? You see how difficult some of these situations are, especially if Heroic keep throwing these more team-based, funky maneuvers your way. That one right there, they just got caught by the information play of Diha there, and then they had to backpedal. They didn't stick to their guns. They didn't want to continue the push. They actually smoked to get on out. And during all of that, that mid-avenue was stifled. Now, Stown, we know that he does like a bit of a secondary AWP here. He's going to be bringing it out quite early into round number 8. Another different look. Another setup deviation from Heroic. And they are setting up for something ramp early. This is interesting. You can see Snappy's already got the flash in hand. He's letting their rifles work. And just off the flash, Madden completely cancelled. Doesn't pull the trigger on the flashbang. Vision's restored, but his life might be taken from him at the hands of Hades. Spinks very, very susceptible to a single HE. There is not one in play. And they're just rushing the plant. This could go down uncontested, and Nade's not going to stop it. Tess is still on to Diha, though, and he is a high flyer for Ents. We're going to need some of the unlikely candidates. Snappy yet to frag. Spinks going around the world on the low HP will work. But Hades and Snappy have to keep them at bay. Kits and smokes for this. They can make this retake work Heroic. They have everything they need to pull this off. Quick from Spinks. He is still going to be viable to contest. It's a default plan. Multiples in front of him. Still Mo's down 2. Will go down, but the distraction in the round looked like a certainty. Stown trying to close the gap. Where's that kid? It's on refresh. He tries his luck and not to be. It's 3. And Snappy still yet to frag, but leaves victorious. That's a nice one there. Yeah, yet to get a kill, but wins out the clutch of the one-on-one against Stown right there. The AWP conserved or preserved in this situation, as there is enough money to go for yet another buy here from Heroic, but Ents are now whittling down the finances here and bringing themselves back into the game. A great one there from Spinks. Very effective on low HP, right? The fact he gets 2 out of that whole situation. And keep in mind, he's gone around the world. The bomb isn't even planted on the triple box. It's on the opposite side of default box. So sure, he would have been able to push up through connector and take a fight towards that position, but it wasn't one that he could just deny from catwalk. So having to be active and showing his worth right here, as Heroic are going to take a little bit of a tactical timeout here to have a chit-chat between Exist, the coach, Katie, the in-game leader, and the same can be had on the other side. So this is starting to shape up to be a decent T-half for Ents now. Both teams can remain threatening it around like this. Cadian can drop Tessus here, but maybe he wants to conserve cash for an AWP in future rounds. So yeah, Tessus will just be left with a 5-7. No, there you go. He dropped him on the way out. All right, fair enough. They made it work. I thought that maybe Cadian wanted to keep that cash for a future AWP, but now Tessus has a wasted $500 5-7. Might not be a problem. Just keeping track of the little details here as we set up for what should be another A play. 2 smokes towards mid, 1 cat, 1 window, and all 5 ready to jive. Just rolling back the years. I mean, AXX off spawn. When was the last time this was a viable strategy? Well, there's 2 tucked in towards site here. Cadian to oversee business with the AWP, and the X factor is refresh. He needs to get multiple kills from this position. They're going to bait him on in. Drops a smoke to contest around. Spinks from the Palace side. Making it look like a retake here. Refresh needs to find something. Yeah, and this is his moment, and already 2 down, 3 with a 1 mag. He has won the round. They strike in unison. Stown and Refresh repel the invaders. That's exactly what you want. If you're going to put a player in a position like that, the entire option is to allow them to make a way into the site. Think that things are clear. Think that they're playing a retake setup, and then strike in unison. Use Refresh's position to catch them off guard, and when they turn their attention to deal with him, you push through the smokes, you take those fights, and you close it down for the 6th Heroic round now. The Danes keeping a 3-round lead, but guess what? Ents are about to bite back in a big way.
Straight towards A, one more time. If it ain't broke, don't fix it. Now, I know it didn't work, but surely Heroic won't go for the same type of play, and that is the right call. Snappy calling the bluff of Katie, and now his troops are setting up their util, and the site not as fortified this time round. Yeah, and look at the 4 nades, 4 smokes sailing through the sky. What can you do in response? Heroic. Turn around. Stown the only one to try and find a way through. Look at this wall to enable and facilitate a plant. D had to plant now default. And investing all of their nades, and it's enabled the plant. Now they've got to hold on to it, Chad, and this is the hard part. No utility to do so here, but guess who has a lot? Heroic with everything they could wish for. Smokes, flashes, HGs to make it work, and the fight's going their way too. 3 more kills required. Madden's trying his luck now, but it requires Spinks to hold. A couple of kills out of Spinks. Compulsory nades bring him down low. Just got to survive. Hades does reveal himself from the ramp. That's great to hopefully bait for Madden on this round the world maneuver. Nice find! It's only the one they're defusing. Knock him off the Got to bomb. unload this. Doesn't get refresh and still holds his nerve for the 7th. Okay, ends. They can get into these sites, but they cannot leave with the round. Oh, that one was crazy right there. An extra nade under the head of Spinks. It could have been his undoing. He went unchecked over towards that ninja box right there. It's so crazy to me. The tight. We used to call that tight execute. Quite literally, we used to run that back in my heyday, 7 years ago. 7 years ago, that execute was when it was in vogue right there. To see it getting pulled out now, to see it getting pulled out in the last 6 months, shows you that, yeah, you can bring back some old strats out of the grave here. I mean, Snappy's been doing this a long old time, pre-CSGO. I mean, chasing this as a professional career since 2008. You know, I think Carrigan is 2007. He's gotten beat by a year. Now, 2008, and Snappy has not had a playoff berth at a major. So this is his team, the best team that he has ever had, the highest in the world he has ever been with a squad like this. Very skilled individuals around him and trying to lead them to that stage here in Antwerp. The plant's great. It does get them with a buy back. Snappy yet to get a kill, and you'd love to get your in-game leader activated now. He's one of these players who can drop 30 frags, but at the moment, very shy of that mark. This could be the changing of the tune. If he does get a kill, and they go back to A again. Stubborn indeed. And Spinks this time will decapitate Katie, and that's the opening kill in favor of Ents as they're going to continue their jaunt forward. The smokes are in the air. Here they come. That's not an easy duel. And this is very cheeky. He's been checked. 2 frags to the good. Ents have space, have frags. Spray in the box this time, no refresh. Hiding in plain sight, and it seems like Heroic have decided to give him this one. Okay, well, they just continue to ram their head against this brick wall, but they are starting to find some cracks. They are starting to break on through. 4 now confirmed as the bomb about 35 seconds left on the clock. It's a major debut from Madden, from the most recent addition to the team. Last time round, the 4 of these individuals with Doto, as we touched on, were at the major, but they're having their second crack at it with an upgrade in the firepower department. And a major debutant here who was starting to find some impact over there on Overpass. Looking to do the same here on Mirage. Yeah, and I remember seeing Madden. He was called upon, wasn't he? I seem to remember I saw him alone in an Ents jersey, eating his dinners every day. I think he showed up to stand in for Snappy. Yeah, one of the events we did towards the tail end of last year in Stockholm. It was, yeah, and, winter, I Snappy think. was unable to travel. That's obviously when we had a few more restrictions as far as travel went, and Snappy was unable to make it. Madden was called on in. He went on over. He played 1 day of Counter-Strike. And then Snappy was fortunately able to get on that plane and make his way on over. But there must have been something about the way that Madden played himself within that team that the squad liked, because they picked him on up. I mean, to show up and only get the 1 day of play, they didn't practice with him afterwards. I mean, when Snappy shows up, Snappy's going to be playing and scrimming. So to turn enough heads to eventually end up on the roster that now is firmly in the top 5 in the world. Can they secure a 3rd map in this battle and race for playoffs? They're up against a good adversary in Heroic, but Spinks has actually caught Stown. Hard fight to win. 2 openings in a row from him as well. Provide an opening from Palace. Yeah, he not only caught Katie in the previous, this time long-range spray into Stown. They're doubling up in dark. And understandably, how often have they been hit with these A takes? It looks like they're actually just dumping all their util onto Snappy and asking him to facilitate. But if Madden walks in to be first, it's a full commit. Nades are in their hands. Careful, Diha. He has to try and save them now. Damage inflicted onto Shush. Do they commit? Snappy's response to all, and he will take his first 2 frags in quick succession.
Cadian spotted out on CT, and now the duel is lost on B. It is a 2-on-2, but you know it's only Cadian on A. Molotoved off, flash for good measure. Buying space to get the bomb down. Cadian can contest, and on the way back, he hits it. Snappy silence, Spinks to come up clutch. 2. Regrouping. In traditional heroic fashion, he opts for sandwich. But will it be heroic to make the meal of it? Man advantage, grouped up. Spinks. About to be clear. Shadow betrays, needs another, can't find it. And that's heroic playing it by the book. An 8th secure, the man advantage used and plied to enable an 8th. They will win out the half here at round 12. Beautiful stuff right there. Good work to get back into that one. Looking good for Ents. Spinks unable to pull up the clutch right there, committed towards that sandwich position, and once it was noted, Tassus just had to close it on down. And look, I say just, it's not easy to be trading in a situation like that, but that's the opener onto Stown. This is the Snappy double. They're lined up perfectly for him, and this is the important one, because if Snappy gets across and is able to fortify himself in that position, then it becomes real issues for Heroic on the way back in. So big find from Cadian there as we are back into the buy. The double orbs brought back out here as the vent boost in play. Should be up, and he could take a fight here quickly, but he can also slow down the jaunt of Madden, who might want to make his way quickly up short. And another opening from Spinks. He's just walking out on his own here. A is his playground right now. 3 rounds, 3 openings from Spinks over towards the A side. And still Ents haven't been able to build off of them every time. Oh, this is a bit more of a change-up in their approach right here. They aren't just being stubborn and continuing to slam their head in towards this A bomb site. But guess what? It looks like Heroic are reading this. A classic Cadian call. 3 looking for info now over towards Short, and the head surely spotted. Madden didn't see him. Now he strikes, but where's that AWP? Where's the support? Nothing for Hades in the form of a response. Tess is going looking. Hades is good for it. It's just Cadian. Just refresh the tip of the head. Snappy taps. Is Cadian looking to save here, or is he thinking it's B right now? I guess the finances aren't great for Heroic here, so save. The most likely option on the agenda. If Hades posts up from short over towards B, that means that Cadian, his position will be stuck over towards market. They don't know exactly where he is, but he will be able to catch them if he does push on forward. Snappy starting to hunt this one down. Lost bonus into the next round of play, only 1400. To remove this AWP would mean a lot. The X factor into the next round would be gone. Spam. Cadian knows they're coming, or at least they were. They had a look, and apparently that's enough. They don't want to give anything over here. Yeah, it would have been a real prize, wouldn't it, taking that AWP out? I felt firsthand against Cadian on LAN when he saved an AWP. Into the next round, he punished us really, really quite harshly. He had a double collat round. Oh. On Cobble. Oh. Yeah. Double collapse. What we... Так, как там сыграли Virtus.pro? А, они взяли вторую карту. Играют третью. Да. Посмотри, что чуть-чуть. Пока никто не пришел, блин. Ага, ага. Чё, кто пишет? Кто пишет? Чуть никто не пишет. Пришло? А. Читаем, как наши, блин, играют, а? Ламыч, блядь, в World of Tanks играет. Охуеть вообще. Говнулся, мужик. That's such a tilt. Dude, it's so, like, I don't even know how to put it into words. It must just feel horrific. Like,
They're in T-spawn, for crying out loud. Like they always are. The round will be live for like 50 seconds and they're still in T-spawn. Yeah, Kicker's just pulled the handbrake, man. He's practicing safe driving. Well, you can't drive with the handbrake on, but yeah, more than enough. The safest driving is not to drive. Yeah, true. Can't crash if you don't move. Can't lose if you don't leave T-spawn. Impatience. But that's fine. It was full eco, so you know, not a worry for G2. Just very sweaty for Kicker. He loves a late long lurk, and he'll do it again, creeping through the smoke. Ballsy, but got flashed by Flit. It's going to be Alexi tucked pit side, and Modesty coming in with no orb to support. Kovac is in spawn. The kid gets hit. That is that is worst case scenario. He swings because he thinks he's going to be fought, but he could have even run away and escaped. Probably wasn't expecting that smoke to hit him either. Couldn't have been better. Not only slows him down, but gives a huge audio cue for Nico to get that kill. So a bit of luck goes the way of G2, but they have to capitalize upon it. 1-2 на вылет. Triple B lean. Certainly a read. Yeah, but with Jay making so much noise, like this doesn't scream commitment. If anything, it's like the polar opposite, man. He's just scoping in and out with the orb, lobbing it a bit of util, trying to keep bodies over at this B site, even dropping that walkout smoke through the tunnels. And it has Sol G2 down the river right there. Still 3 strong here. Alexi gets the info. They're out on the short side, but there isn't much he can do in terms of stopping them, getting this site control and getting the bomb down. Gonna be a retake now. Down in lower, James is bested. That is a big kill to have found. This is the chance. G2 getting all the frags as that bomb plant comes in. It's Flit alone, trapped in this site smoke. Nice. And he will get shut out. So G2 able to deliver there. Ooh, just sweaty, sigh of relief. Brush it off of your forehead. Go next round. Yeah, James just lurking late lower. They knew he was there, like you said, putting up so much noise early to fake. And even though G2 didn't have the setup to stop a bomb plant, with that deep long commit, they can come in and just crunch on those A players. That short side hold was not enough. G2 go on with a clean round. Very important for the money as well. We're still early in this half. G2 have yet to establish a serious bank account. They've yet to really get Monacy going on this AWP. It's finally in play now. Yet again, been a while. Back to lower for Hunter. Ooh, in and out like a light. He's just gonna leave mid, and Flit's now walking it. Oh, if he went for that, that's the round, Harry. That is the if Flit just W's. That's just Jack solo B. No one was even in spawn. Прикол? That gap, Почему я не могу браузер захватить? Oh, it's popped. No one's watching short right now. There is a route up through the catwalk into this A play that would be pretty much free. Like Monacy can come back from long, but he's not really in a position to do so. He's holding for late re-aggro. And like, it's insane. You don't feel safe going further than this if you're Monacy. And so he's just gonna be stuck holding like a dead angle for the entirety of the round. At any moment, in the last 20 seconds, outsiders could come his way, but it's not. It is this B play. Hunter's caught with nades out. Jack's getting overwhelmed. Flit's gonna mop him up. And so a 3v4, a round that a lot of teams would look to save in. If you don't get a kill soon, you will be left just ducking out of this one and giving the respect to outsiders. And that's the decision. That's the bitter pill that G2 have to swallow. That's got to be off the info as well that Flit gets so early in the round that G2 were not playing for mid that round. They may have, rotated Nico pretty quickly to spawn, but when you get locked out by those mid to B smokes and you can't climb over and you can't shoot through, and outsiders just, dumping their players through B tunnels, it's a free round. There's nothing G2 could do. They had only 2 in the bomb site. Outsiders like those odds, and Flit was just tracing Jax in the bomb site full blind until that wore off. But lovely round out of outsiders. At least G2 keep the majority up. But 6-4 already, all the makings of a strong T half.
far more favorable map than Vertigo has been this year to the Outsiders. I mean, dude, like, you know, it's not always like the most enthralling in terms of getting like really pacey rounds out of it, but you've got to appreciate the kind of grotesque beauty of the Outsiders game plan for T-sides. It's like an artist who makes sculptures out of fingers, man. Like, yeah, it's a little gross, it's a little grimy, but still beautiful. Hunter down through lower, holding for this swing, and he's got Monacy fighting with him. Flash to set that drop up. Ай-яй-яй. Ну, убить, убить, убить. Got him boxed in. They want this trade. Monacy there to help him out. I don't know why he didn't kill him there. He had him dead to 4-5. rights. They get out Не 5-on-3. вывезут. That is crazy that Kinder doesn't take one further step and just spam the corner. Hunter was so Там Джекс low. уже в спину прошел. He just gets stuck and chased by that orb. Seems like a bit of an oversight. Сейчас еще Jax is отъедет full sending. Кикерт, скорее всего, следующий. А, нет, I смотри, mean, hey, подходит. it's actually valuable Yeah, info that it's great. Outsiders aren't in T-spawn. Like, he's going to get the drop on the bomb here. Oh, Oh, no, he's not. He's going into middle. Now, James is not ready for this. It's a Oh, lineup. yeah. Jax knocks them both down. Kicker. Oh, had the chance to trade that. Does whiff the execution a little. And is now just playing for damage. Well, that's one way to win a round. G2 will take it. I like the double lower setup. Something new. Hunter's occasionally poked his head in there a little bit, but not had any support so far. And the fact that G2 keep throwing this lower mid-smoke almost every round does two things. One, it covers their cross. They're able to get all the way into the B site without having to worry about Jane being boosted and getting picks. But also, Интересно, мне стрим не conditions стриканул за это? Outsiders into not knowing when that smoke is met with players in lower. Even if it's just Hunter running lower, throwing a nade and running back, it's in the back of the mind for Outsiders, like, okay, we've got to be really methodical in our lower takes. We've got to clear this position. We've got to worry about cap boosts as well. It just adds a whole new layer to G2's defense and wastes even more time for Outsiders, even when there aren't setups there. It's one of the reasons we've seen Dust 2, which was predominantly a T-sided map, the only T-sided map in the pool prior to its changes, now swing very heavy the other side, right? The options to push up middle, to take lower. They're there, and G2 at least making great use of them right now. Hunter's one way in mid didn't spot Yekindar getting so deep. As far as he's aware, no one should be here right now. Yekindar's got great space on this push, but at first he's going to go clear out lower. Scarred by how that last round started. They're keen to get this Так, control он early. сначала с мида ушел. They've at least denied this early flow of info, these early chances at fights to G2. Один КТ, два лонг. And now, I mean, as is often the case, once they kind of got the real estate they were looking for, in this case, Cat, and the tunnels control, they're just going to sit for a moment, wait and see if they catch anyone moving around for the G2 squad. When that doesn't happen, they'll group on the Cat side and look to move into this A play. There's those smokes, first proper Cat exit we've seen in a while here for Outsiders. Coming up with a boost, though. They're not committing off that util. They still have a boatload more. Just trying to get nades out of G2, who have done a really good job of holding on to HEs at least. You know how powerful these can be when you know the Cat commit is coming in, or stopping a bomb plant. They have two HEs right now on different sides of the map. Monacy missed shot. They're going to start to cross in. That smoke for a Molotov that's not appearing. Nico gets dropped on in spawn. The rest of Outsiders have to come in, and the patience pays dividends. Monacy walks into the scope of Jame, and they cross in. Bomb can go down, and save must be called as Jax, while he can win his fight, Alexi's already run away. Yeah, he's going to have a chance to take one out of the round, but that's really the extent of it. Outsiders up onto 7, and I mean, James continues this streak of being, you know, your favorite AWPer's least favorite AWPer to go against. He really is just like an anti-AWP AWPer, dude. He must feel so frustrating to go up against.
bests Monacy in the head-to-head, knocks him out of the A play, and it sets Outsiders up brilliantly. Then you've got like these looser pieces, right? Your Kindars, your Flits, who are given a bit more room in terms of as that sight hit's coming in. Your Kindar dropping into CT, getting the better of Nico. That clash of the two stars. Yeah, that is so annoying for someone like Monacy, where you've got like 20 seconds on Outsiders. They're up cat. You know it's A. They have to commit. They're in your spawn. You feel like you're getting run down on ramp as well, and you don't know if you are or not. And you're just waiting for at least to get a couple of shots out of your AWP while Outsiders cross in. And they won't cross in. They refuse to go wide because they know you're there, and they wait for you to make the mistake of swinging into a pick. It's so annoying, because it's so high risk with 20 seconds to still be waiting on the CT AWP. Like if Monacy tucks in there, Outsiders are out of options and he can play for bomb denial. But James is just one step ahead, man, at all times. 7-5, and I'm getting a little concerned here, Harry. Yeah, it is starting to get a little bit worrying, right? Like Nico was a real focal point early on. He started this, I think it was 12-3, actually like a identical scoreline to the one we had in the Outsiders versus Vitality matchups. I always started much the same way, and then a couple of rounds go against you, a couple of chances don't go your way, and the fall off is pretty steep past that point. Long take, but yeah, G2 are here. It's a good read. They've got numbers in position. Nico now wants to get involved. He wants to force gunfights. He's shown his hand. He's very close doors, and Outsiders know that will slow them down on this long take. They go back to mid. Kinder's just been creeping in through mid all half. Hunter's behind the door. And with Monacy on Cat, these two can try and play in tandem. Flit's gonna clear this. Oh, he turns lazy. Ай-яй-яй-яй. That Molly's going to force Kinder's hand. He goes right through. This time does get that better of Hunter. 4. Trades into the 4-on-4. 60, Options open 7-6. suddenly. They're grouping in middle, but they've still got kicker over at long. This feels like they want to try and lean back into A. At least that's how they're poised. That re-smoke on short might send them away. And honestly, that could do more harm than good to G2 at this point. Like, they're very heavy leaning onto the A play. Monacy just finding himself a little safe cubby to exist in. Outsiders, they still mean business. They still want to take this short control back. Gonna have to get past this double layered hold of Monacy and Nico. The two top performers right now. Monacy holds the line with a double. Nico, if he can follow up, that's the bomb drop. Nice. Instead, Buster's gonna get the better of him. A site now open for the taking. There is a player in CT, right? You are gonna have this rotate out of Alexi. Jack's with him. Kickert's missed this timing. The nade, it's so close to a kill, and that would have won them the round. Instead, the bomb is now planted. Buster, low on health. Still seeking his fortune, playing inside of the site, not afraid of a fight. Both players up the ramp side. There's the first. Buster might be low, but it's not made him any easier to deal with. Jack's trades and a 1v1. Molly on kicker is big. He's lobbing that in, but with them already on the bomb, the nade's gonna have to do it, and it will. Burns out Jax, and Outsiders steal that one. No, Jack's got the defuse. Wait, really? Last second. I'm pretty sure. А в последний момент, блядь, успел раздефьюзить. They did Охренеть. great damage, but it all came in too late. Outsiders win. Sorry, G2 win it. Last second stick, 6-7. That's insane. Yeah, shocking. But that bomb plant wasn't open, right? Buster didn't actually, G2 won it. Buster didn't actually have catwalk control, so he had to plant safe. They used that plant a few times, and it always makes me nervous, right? For that exact reason when they're set up on the short side. Kicker just had to get the molly in earlier, man. Like, that was the whole point. You could see behind the round, I was worried of the plant, but then I saw Kicker had molly nade, and I was just thinking, that's fine. G2 no smoke. They can't win unless they stick before the util. That molly had to come in way earlier, because the nade did it, and they killed Jax. Oh my goodness. Oh, they're pissed, and they're going for it. Full send B, and surprise, surprise, Kicker's got his revenge. Dude, Surprise, surprise, motherfuckers. The king is back. Not every day you get that pace out of Outsiders. We were joking about it, you know, like, oh, they won't be rushed. They just don't do that, but they pull it out now.
Oh dear, G2 may have won a round, but they kept nothing for it, and Outsiders knew it. That money was low, the mollies were lacking, Надо the на девятое weaponry was выходить. trash, and Outsiders just abuse it through B. Kicker probably annoyed that he lost a clutch that was set up for him. He was top mid in flamey spot, just waiting for cat rotations that never came. And yeah, really, he should have won that round. I can't blame you, Harry, for getting it wrong. But yeah, this is a 1T side for Outsiders right now on a map that has again lent to be Пам-пам-пам, и калаш еще отдал. Ну, Nice upgrade еблан. for Nico at the end. They can't stop the save. Тут плохо, конечно, что калашик Can отдали. save the series. 8-6. One more in the half. Давайте девяточку. Ooh la la. Cross and pass the Yorp. Always terrifying. G2 keep going for long takes, which, you know, is objectively a good play, but Outsiders are never here. They've not sped long, and other than 1 or 2 rounds this entire half, they're usually late taking it or leaving kick at lurks. Dude, do they just want to all-in B again? I mean, they don't have any other real estate. Like, it's kind of the option they feel tied to right now. 100% success rate at just jumping through the tunnel smoke. Both times they've done it, it's been their cleanest rounds yet. If they get Даже если fed Джима примут, on the push здесь through кикер upper, должен they are gonna сразу go. двоих. The rest of the gang are moving into middle, trying to get a bit more control for the Outsiders to work with. That flash hits Jax. That's info Охренеть. gained for the Outsiders. Надо было так попасть опять. Жесть. Oh, that's even better. Ой. Kinder wasn't blind. He repeaked off the flash, but it's Nico a second later and a second faster. Smooth moves to take that 5-on-4 in a round where weaponry is amiss. Nico has to be the king of this city round. He's gone for more. Kick instead. If Nico activates, he can flank this cat play. Alexi with the 5-7. They don't know about him. The flash to set him up is a thing of beauty. And James now boxed in a corner. They know all about him. And even though he nails that shot, he would need to do so much more. G2, they've stumbled back to their feet here, spurred on by last millisecond. Jack's bomb defused. They're able to pull it all together in round 15. Nico has a big moment as well, up on the catwalk, entrusted with the big gun, and he puts it to use. He's certainly not been the problem in this map, right? And, you know, didn't really feel Бля, like Джейм, a давай. big issue Надо years разъебать. ago. Him and Monacy on that A side were often just getting all those multi-kills, falling back into safe setups. Блин, There's как the же надо retakes that let забраться. G2 down there. They at least hold on. 7 rounds CT side, no complaints. Could have been a lot better though. Outsiders snuck some absolute blinders through in their T side. And those odds, which were once extremely one-sided, nothing like it anymore. Outsiders favor. 8-7. And this is not even for qualification. For elimination. На один. Devastation. На один. For maybe roster reformation. And yeah, dude, like either of these teams getting eliminated here is bad. You know, like it's really not what you peg. Найс, стягивает. Все, It's второй that набор. much worse for G2 Хорошо. if it were to befall this star-studded lineup. Все, и уходит еще один. Блять. It's not over yet. Like, they've kept themselves in it. They've kept themselves afloat. Yakindar is all the way through spawn, and so at this point, Outsiders know that this was destined to be the A play. They've padded this site out. Попадай, Якиндер. А, Needed Джим. one of those to connect. It's a couple of Ну, хорошо. chances sailing past him, but everyone else Домой, is going to блядь. rise to the occasion. The Бомжи. gap in that smoke put to devastating effect. Ай-яй. And even though James tapped out, there is a big push through this smoke. They Найс, run даже Monacy бомбу не down. They дали don't give him поставить. the room. Хорошо. And so Outsiders are on to a 9th. And dude, like, I don't know, if the pistol's anything to go by,
If kind of the Хорошо. conditioning of just knowing who you're up against is anything to go by, look at the differences and keep an eye on this as the game goes on between how much freedom outsiders get on their CT side in terms of grabbing information, taking key areas of control, and compare that to what G2 were dealt. Everything had to be super reactive. Very rarely did they get any of these like key info positions or big flanks off. Well, you know, it's the playing out of fear a little bit, playing not to lose. It's you not wanting to get too aggressive and give him mistakes and throw away 5-on-4s. To a certain degree, making sense. They had a lot of tunnels control in that first half, but when they didn't, we saw the results. It was just B executes from outsiders. You know, it was Nico. We said coming into this game, Nico CT side, great on this map. T side, Hunter. He's the guy I'm looking at. 3 and 11 right now. Can't go quiet once we hit those buy rounds for G2. He is an integral piece of this attacking side for G2 on a map like Dust. And right now he's gone silent at the worst possible second. Talking of run boost though, first, double run boost, hello. One's a bit of a dribble, and one's a full-on spit. James is going to rub salt in the wound as he holds his shot, and kick it cleans up. Alexi's on the corner with only a Glock. He should not overwhelm anyone. Чё по флиту, блядь? Keep it Алло. clean, keep it alive, and he will. Mickey comes in to help. 10-7. Yeah, talk about the pistol, right? For outsiders, when they were doing long cross rounds early in the half, they sometimes didn't have the smoke because they'd thrown Чё, mid ещё одна? smokes first to get cap, Бай. or they'd done the long wall to get pit, and so they would like run boost over long. G2 and that pistol, they threw the long smokes, but I don't know what happened. Did they get blocked, or were the lineups bad? But there was a massive gap where Buster just killed, I think, 2, and also got so much damage on those crossing players into the bomb sites. Things like that, even in the pistol, while it was one-sided, that didn't help. Outsiders winning right now, 10-7, convert their pistol. They call their first pause of the map. They know winning this rifle round can kick G2 while they're down. G2 have got all the pieces, right? There's no excuse to fall short in this one. They're up against a bonus round. They need to hit the ground running, man. Just for the mental side of this matchup. They need a little victory to cling on to give them that second wind. Trying to set Monacy up for a mid-fight, but Outsiders not the kind of team to get caught giving these away. Так, Dude, они без Outsiders шарта are taking играют. real estate on both sides of the map. They Что just не очень flashed хорошо. Buster towards upper tunnels, and they've pushed Flit aggro over here towards long. Already, this is a nice setup here. There's a lot of like early warning systems in place as to the intent behind this round. That mid flash gonna at least get James off the angle. Allow G2 to cross scot-free over here in middle. Пошла инфа, что они на миду. There's a Отлично. world where Flit could come in on a Ой, backstab умница. here. Long has been 108. completely И Киндер discounted. хорош. Tunnels is now looking like the object of G2's desire. They're going to start to go back to it, and right now, it's only Buster here. Ага, они под Б пошли. Excellent popping out with the B site with Kicker and getting entries, but how can he do when they're coming his Нет, way? Б. Kicker goes over the smoke. He's going to get flashed through. That's Ой, insane. хорошо. Winning that fight to Nico, a fight that Nico so often netted the 5-on-4 in middle on the other way around. Now he's dead on the entry. Oh, behind the smoke, there's been a creepy crawly. James has gone through. Monacy, if he gets a shot off, James should swing and trade immediately. Monacy's so committed, but James has gone all the way back to the site. Yakinda's gone. They've realized it's an A play. 10 seconds now. Flash Всё, peek дорогая, for one. не успели. Kicker will fall and double dip. James is ready to stop the plant. Oh, out in mid, there's a whole separate fight going on, but they need to plant Блядь, over успели here in A. поставить. This is the Ёбаный 2v2 рот. for the round. Monacy's lost to the hands of time for now. Up onto the catwalk. James, хорошо. That spray. Alexi with a chance to save Nice. it. It's a 1v1. Flit versus Monacy. Flash goes over. Monacy peeks and nails the shot. 3 in the round. The young gun keeps G2 in it. That's why he's here. That's why you pay him the big bucks.
youngest player of the major, and he wants to stay that way. He wants to stay in the major with a run, with a 3K, and with a clutch to keep G2 going. Massive round out of Modesty. That was terrifying, man. From the mid pick rather into the A play. Delayed swing out of Outsiders on the site. G2 managed to close. Whew, sigh of relief. And now just pistols for Outsiders. This is G2's second wind blowing in their face. They can build back bigger and better. Пистолеты это 10-9. Ну, не знаю. There's a heavy B stack here. If G2, if they just go for an A exec, which, you know, pretty par for the course in a round where you know the money's low, they win it. Yeah, you struggle to lose this round, but the B stack is certainly a way in. And however, G2 don't look like they're falling for it. Wisely avoiding the danger zone. They bump their way up A. Flash to Cat and executes like you wanted, Harry. This is a 9th for G2, we just don't know it yet. Они все в пятером Б. I think stacking B in this round's kind of optimistic at best. You just played the range game in this one, right? You got all this util to set you up, and G2, like, they're still being very methodical with how they approach it, but they've won the round. Even a chance at a unicorn one to put them onto their 9th. 10 players still alive right now, and not showing too many signs of changing anytime soon. Yakindar's going to go hunting, right? Try to take a gun out of the round. Flitz even moving in through spawn, so we do have this kind of spread out for the Outsiders, trying to make it worth it in some sense of the word. Хорошо. That's clean. Catman should trade it. Hunter will. 9 now on the board. Okay, this is, in my eyes, this is like the ultimate test for G2. Всё, есть инфа, должны забирать сейчас You know, втроем. we talked about it a lot throughout this series, a lot in like the preamble before we headed in, how it feels like this is kind of like А где вы-то, a real блядь? test of the metal, because it's always a team that struggled closing out versus a team that's known for their comebacks. And so I really believe that, you know, if G2 are able to get back into this, to start to build back in, that would signify them overcoming a real mental barrier for this team. Yeah. Imagine that, right? Like the opposite for Outsiders. Because, you know, Outsiders may be heavy in the lead and you may pull a comeback, but that won't stop them from winning round 29 and 30, right? For G2, it would be the inverse. For them to pull it back up against the world, up against one of the best teams to long out 30-round games. To close a 3-map series. Alexi wants a B contact. Yeah, Kinder's over the smoke. It's perfect. By design, picks him out of the window. And now on the wall, it's Buster. Говно. And Nico over here in mid, even though he burns to that molly, you need kills out of Buster in the hold, and with him dead right away, Alexi, someone who's been pretty quiet throughout the entire series, maybe with the exception of Inferno, where he had a bit more impact, a bit more to say. He roars to life in this round, right? And that felt a little more like vintage Alexi, playing around the smoke at the front of tunnels, being the guy at the front of the pack, just running them down with a nifty little smoke play to get him in. Yeah. And so that will tie this game up. 10-all Outsiders. They're moving into eco territory here. So unless this AWP and this AK go huge, it's going to signify a changing of the guard. It's going to signify G2 looking to move into the lead. Yeah, it's kind of like that Imperial game, Harry, where G2 were kind of falling flat on their face. They were trading rounds. They weren't playing too great. Modesty pulled out that big 1v3 on the B site of Mirage, and then suddenly G2 came alive and they swept the series. Modesty got that clutch. G2 looked like a different team. And, you know, even though their fans deserve health insurance paid by Ocelot just for the heart attacks that G2 have given them over the years, at the same time, even more credit, even more props to G2 if they can pull this one back from what looked like a flat third map and close it out. 10 to 10, well within reach, money advantage, 2 guns saved. Should be G2 onto another. It
how does Jane want to use this AWP? Right, he's kind of in that hero position, someone who's going to carry the weight of this round on his shoulders. Does he want to get involved early? It's not really what you think of when you think of Jane, but there are ways they try pull him into this, right? Whether it be kind of cap boosting. He's actually got an all right spawn for middle by the looks of things, so could try to challenge Monacy, who has been attempting to catch players crossing. He scoped up in mid, but just goes running into the B site. Monacy, meanwhile, out here towards long. That Molly going to send him out of the long doors. No chance at the pick there. They've entrusted the entire B bomb site to Jame. Давай девайс. Джейми доигрывает. Очень хороший вайпер, блядь, чё не пошла у него на этой карте игра, походу. Late activation from Hunter, right? And while Alexi had that big impact round on B, if Hunter can come in with some multi-kill rounds up on this A site, suddenly you're cooking with gas. Suddenly you have a little bit more in the tank. Expensive but worth every penny here for G2. They're going to try take long late. Kick it up close 5-7. Yukinda not really here to help. He's got a flashbang, but I don't know if it will go in time. This looks pretty contacted. Yukinda can throw it. He's got pistol out, and Kings is already put down. Yukinda has to run all the way back and flip with 1M4. Is shot through the crack. Nico, he's got a smoke gap. Jame, he may be on the big green, but he is too far away to have impact. Nico's like seen. Buster can't close it. Nice shot from Nico. Opened up this A site and 1G2 the round they must have. Yeah, this is just a save on the AK and AWP. Outsider's going to try run it back in the next. G2 up in the lead, and they get here flawlessly as well. It's, you know, keeping 5 alive matters a hell of a lot to them right now. Just looking to set themselves up for the remainder of regulation with money now getting made. G2 are in a really good spot, even removing this attempted save of the AK. James going to be a little bit harder to flush out. They are still looking for him. There's one, there's another. James got it. Нормас. And it seems like the time should just be enough for him to save. Maybe one more fight from Alexi. If he throws himself at it, he feels like it's worth it with G2 on a comeback with the money. But James will get away. Не пойдут, G2 нормально, will нормально. take that at the end of the day. 11 rounds. The lead is theirs for now. But a rebuy from Outsiders. And a couple of pauses have been called in the latter half of this game for Outsiders. Surely ready for this rifle round with a plan. We're seeing some smoke criminal antics from Nico, from Alexi towards B. Routes to find opening kills for G2, and they're capitalizing on all of them. Love the nade for the cross. They don't use a smoke. It means that Monacy can see nothing as those CTs make it to B. Oh, hello. Jax is still committed to taking long. They weren't ready for Пизда. this kind of Не, ну speed. They thought there'd be это more развал respect. кашу, кабин. None of that to be found on the long side. Hunter with the opener. Outsiders, as they try to respond, things are getting worse. Monacy opens up in middle. G2 poised to take a round here. Outsiders are already backing out of the A side. They're already looking to save. James just written this one off right away. And so G2, as long as they just follow through with their plans to hit this A bomb site, nothing goes wrong, and they move on to 12. Yeah, I love that from Odyssey. He was almost going to re-peek into middle, and Jame was actually willing to take that fight with the AWP, but Odyssey decides, you know what? If I just regroup with my team in a 5-on-3, there is no way we lose this round. And he's damn right. Gets out on long. They're even being methodical just in case Outsiders are still here to fight for it. They're not. Nico, he could get exits here. And kills from Nico matter so much. Flit will not allow it. He's had a very quiet game. Haven't really said Flit's name in this map. But at least holds on to that orb. Sets Jame up for the future. G2 get the site, get the round, and Outsiders get their guns. Look how timid G2 are. They still aren't convinced. Better safe than sorry. Пам-пам-пам, блять. It's scary though, man. Outsiders are saving in a lot of these moments, right? They're keeping guns into the next, but you know, you can save all you want. If you're not putting a round on the board, eventually it's all for naught, right? This entire round hinged on a crucial fight, getting one out over towards long by G2, and Monacy picking another in middle. If that's all it takes
to force the outsider's hand into just writing a round off. Doesn't bode too well. G2. It's also Hunter, right, who opened it up over at long. Who's had a, by his standards, criminally quiet map here. Ever since G2, or ever since Monacy won that 1v2 on the A site, G2 have not lost a round. 5 in a row. The young gun inspires them. And G2 do right by that clutch. 5 in a row. Ну да, 2 раунда вот эти вот, конечно, когда он раздефьюзил на последних секундах. И когда Моноси двоих ебал. They realized Long's clear, and G2 wanted to punch B. This is a massive B lean, and like, Buster's in a spot where going 1-for-1 really isn't enough. He's peeking it wide. That is really ballsy. Could just get caught with util out. Yeah. They're coming through that, bud. Yakinda Nice. with the first. Bitch. Buster goes unchecked. They weren't looking at him, but still a one and done is all the best he can muster. Rotates coming in through middle. Jame at the window with this orb, hoping that someone gives him an angle, someone gives him a fight. Nico is late up short, coming in on a backstab as well. Trying to be that insurance policy, and if he drops in all the attention right now. Oh, hang on, they are looking back. Kickout seems aware of this possibility. Still, it's so timing based, and the longer Nico waits, the more effective this is. They're not considering it. They will turn. They've spotted him, and they do get that trade. 2v2. Half the time ticked off the bomb now. Smoke in the tunnels. Gonna knock out Monacy, gonna lock him out of the round. He's got to come through that, play ahead of it. Hunter holding the window. This is a must-win fight. He's now been spotted, but there's so much time ticked off the bomb. Outsiders cannot attempt this. They're saving again. They just about get away with 2. It's 13, G2, another round. The B play works wonders. I can't believe these T rounds, man. What a clutch out again. Alexi, he kind of saved them with the calling on Inferno, right? We certainly weren't happy with the way the Vertigo went with some of those CT rounds, some of those retakes, but the T side of Inferno was excellent, completely countering outsiders on their home map, on one of the best. Блядь, чел слева, вот это вот очень на Стёпу чем-то похож, блядь. Не знаю. Spicing it up every single time, exploding long, exploding B, not respecting this defense, and forcing anchors to go 1-for-1 in rounds like that. It's all G2 ever won. Thank goodness Nico takes as long as he does to drop spawn, because outsiders were almost ready for that reaction. If they got that 3-on-2 onto Nico, they absolutely win that round. But he at least thins the herd yet again. 6 now for G2. Как же охуенно они играют, пиздец. For survival in this major. Long take again, Flitz here, and he's got to put on a show, or at least live. Out he goes, Nico's up cat. They have no idea, but a missed shot, only damage to Jame, gives outsiders a second chance at life. Yeah, they're so thankful that doesn't connect right now. They're at least all still here. Flashing a peek in, it's a Забирай! double Почему for только Flip двое? before Почему Monacy только двое? trades. Bails out Hunter, keeps him alive, Блядь, keeps him in нет. this, and Nico's mid-lurk is still giving results over. Might have been spotted. Oh, they're flashing again, but this time, Kicker's had to turn. Flushes Hunter out, and it's all left onto Monacy. 1v3, he rescued them with a clutch before, but this time might be too far gone. He's getting smoke walked. The Kicker is there to seal the deal. Oh, Kicker's had enough, man. These long pop flash plays are gonna be the exact remedy to another faster round. That's a realization for outsiders that all these rounds have been quick, right? These last few, G2 are pumped up. They've got momentum. They're exploding. They're trading. Хорошо, он здесь Ник остановил, Putting it конечно. down, not being left in one of these slow late round retakes. This game haven't really come up for outsiders. They just stopped Деньги у них еще from ever есть, getting in the pop site. It won't dismay G2 though. They want it again. Yeah, fast out long this time with a vengeance. Real pace behind it. They're going to get all this control right away. Outsiders don't even risk fighting for it to open this one up. G2 hear that cat control at least. They know it's going on through the long wall. They get Monacy in the pit with a flash. Any repeats, any flash peeks, any hunts with the AWP will be punished. They're
clearing up a B. Outsiders know now what's up, but this will be a more standard round on the A side. А, это там два КТшника. Бля, все лонг, мужики. Они боятся уже, блядь, только. Бля, Джейм! Kick out here, man. He's got to make all the difference. Mollied out into the open. They've seen him now. They've got him trapped out in the open. Kicker dodging bullets. Does Nice. one in the grave before he's traded. Is that going to Ладно, be Нику enough? хорошо убили. Outsiders, so often they would save here. They're already leaning away. They're already conceding. They write this one off. The first fights don't go their way, and so they give G2 the respect. Up onto 14. Cannot believe it. G2 go and do it again, back to back. But this is the difference. They don't announce it. Even though outsiders know G2 have long, how often do you see a team take long, sit back, wait 40 seconds, let a player lurk, let someone sit top mid boxes and wait for rotations? That doesn't happen. G2 walk all the way up. They don't even throw the CT smoke before they fight. They just flash peek it, and outsiders were not ready for that pace. A rare missed shot for Jame. And that could have been a 5-on-4. Пользователь Александр отправил вам сообщение. But sometimes you only get 1 or 2 chances to save your round. And if you miss those chances, G2 can pound and find 14. Perfect call again. And now we're reaching the very end. 2 rounds for G2, and they will eliminate outsiders, one of the hardest teams in the 3rd map to beat. And this would be them like really overcoming that mental barrier that we've set up, bro. Like I don't know, like I didn't have this coming through. Like, outsiders had this lead, things were looking good. But G2, the resilience has been there. They've brought back in some of the signature G2 flair with it. They're feeling it now, man. They're pumped. Fast into middle. Not afraid to take this risk. They know that outsiders haven't been too keen on throwing themselves at these early gunfights, so it's a lot of real estate taken for free, and now they walk out middle. Jame is here on the angle. Missed that shot last round, can't afford to have it happen again, but it will. Dear. Alexi is the man to best him. The IGLs clash in middle, and G2 come out ahead. The smoke spam finished off. He gets that kill. Buster stops Hunter in upper again. He's been a bit of a liability in this T side, in this whole map, to be honest. Outsiders hold on. 4-on-3, more spam damage to put Alexi down low, and G2 have to up and leave. They don't have a smoke. They don't want to sit in the middle of this crossfire. Outsiders have a sight line from either side of the map. G2 go cold, they go quiet, and they re-aggress on the catwalk. They wait for a mistake. Nico might get what he wants. Oh. It's going to go default. Nico does get your Kindar in middle. They can go back. They're going to try and go back now into the B play. They know they've weakened it, right? They know it's only Buster there. Kicker feels the need to take a swing. And Odyssey's going to double up. It's only Buster left. They know he was being bound, and so with Nico waiting in middle, that kill is sealed. G2 onto 15. And dude, it's so rare to see outsiders be the one to feel the pressure in moments like that. Yeah. But they do. They feel it. Yakindar was caught swinging middle. Kicker then gets a little curious as to what's happening on the catwalk. And it's that fight, this swing, Monacy with a big double that makes all the difference. And Jame again with that missed opener. This is not a guy who falls under pressure, but right now he is. And Alexi, who's been stoic all series long, big smile on his face, feeling invincible right now. It's the unlikely duo that we never thought would come together of Nico and Monacy, high-fiving, and 5 kills between the two to close that round and put G2 on match point. 1 more, 4 chances. Outsiders have been here before. They've longed this one out. But G2 are looking invincible on this T side. Yeah, I mean, but dude, it feels different. Like G2, they look determined. They feel ready to win this. They want to keep competing. Outsiders, they're the ones feeling the pressure. We're getting missed shots from Jame, so much so that Yakindar's even feeling the urge to pull out the double orb here. Is it outsiders-esque? Will they just crumble? Is up a B. It's a really nice angle, but no one's fighting it. Hunter's tucked in safe. He at least knows he's not going to overplay his hand.
G2 are taking catwalk in the meantime. They have all the map in the world. There is no gap. There is no room for aggression. G2 just being as methodical as always. Pushing back a potential AWP on catwalk. Yikinda still holds stalemate. James sits at the back of the bomb site on A. And rarely do games come down to the captain with whiff shots off these saved orbs, but this one also can't afford to be that. He's holding for a boost up. Nico's got his gap under the smoke again. He's found kills from this before, but no one's crossing back from long. Flit waits for a lurk, and James needs to go berserk. Yeah, this guy might be... Oh! Nico's dropped in. Jane will trade it. It's a big 1-for-1. He composes himself, but a second man's moving in. Alexi concealed behind this smoke, and James got no idea. The rest of G2 are launching him into B. Oh no, that whiff for Alexi. He's going to get out alive at least. They try to go B. Missed shot from Yikinda's AWP. Out through tunnels. Hunter in pole position. Flashes go in. They leave everyone blind. Outsiders, it's all on Yikinda to try hold the line. He's overran. Flit and James now on for the retake. 2 versus 3, bomb down, around the outsiders would normally save in. They've now got to attempt. Jane might be great at saving orbs, but now he's got to save the game. He's got to save their chance at the major. Holding for a re-peek at the window, not given anything yet. A lot of time ticking off this bomb, and as they go in, it feels like it's all coming unraveled. It's all coming unstuck. G2 turn it around. They keep on fighting. And outsiders, it's the end of the line. They fall 1 and 3 out in the legend stage. They're done. Unbelievable T-size today from G2. You can't doubt them. That was the way they got into these series. It was the way on Inferno. It was an incredible first half on Vertigo, and they shut it out with a dusty musty to close. That is a sigh of relief. It felt like outsiders had done enough, that they were the ones capitulating this G2 roster and breaking them down to nothing to eliminate them, and they still... Да. К сожалению, наши пацаны едут домой. Ох. Так, ну чё? Где все там?
Так. Что поделать? Почти еще что на ДМчик поиграть. У меня музыка вообще, что у меня музыка закрылась? Тун 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 ту 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 ту. Алло. Яка. Не, я на самом деле хочу пистолет на ДМ поиграть. Что я с пистолетов очень хуёво стал стрелять. Вообще пиздец. А. Да. И пойти пока в World War 3 еще побегать. Самочка так понравилось, будет нахрен. О, уже, блядь, хуя. Ну, сука, стой. Чайный. О, Орион? Хуя. Так, а что мне надо? Мне надо по 2000. Ладно. Нахуй спрашивали. Так, здесь только в голову. Как, блядь, в голову это вообще? Я вообще с пистолета в голову, сука, не умею стрелять. Ну, почти. Ну, почти. Ну, почти. Пошел нахуй. Ай. Как это? Я не знаю, как попадать в голову. Что я делаю не так, блядь?
Ай! Я не хочу USP, дайте мне по 2000, блядь. Не нравится. Как они это делают, блядь? Шо? Что началось-то? Чего попадать начал? Он перестал, нормально. Не, все нормально, показалось. Что? Я же... Блять, почему я попадаю? Они бомжи, блядь. Так, Так, сколько мы потратим? Ладно. Да, вот куда сейчас пуля летит?
Попади. Блять, боже. Кого? А, ну это какой-то топ-1 новый, блядь, мира нахуй. Как попасть в спину, в голову? Ну как так? Похую. О. Не, нормально. Стоп. G4. Все. Должна быть норм. Ой, как ж тебя уволили. Что я уже в плюсе, блядь. Мне почему-то кажется, что я только делаю, что дохну. Как он взял по 2000? По 250. Прекрасно.
Я же попал тебе в ебало, блядь, умри. Блять, вот все где-то вокруг головы, блять. Ну, а в спину попасть в голову, это вообще нереально. Ладно, почти. Вот как это не в голову сейчас было? Что? Блять, ну найс рисает вас хуесосов, блять. Что, кого, блять? Что надо? Ага. Блять. ПК, блять, звонит, ебан. Вообще ВК звонками когда-нибудь, блять, пользовался? Кого? Я чё, блядь, сцену не переключил, да? Ой, еблан. Ой, еблан, блядь. Нормально бывает, блядь.
Какого, блядь? Так. God, that's nice on the 3. Anti-eco spray, all the same. 2 star points definitely to be given over down on the 1 tap. And that's going to be a quick 5th for Heroic. They're given that, and Stown takes it. Just Bang. we've been talking about teams who are going to make it on through, right? There's still a bunch of teams waiting down in the 2-2 match. The loser of this will join a 2-2 match tomorrow. The teams who we have guaranteed in Ой. that bucket of teams Здорово. right now is Copenhagen Что, Flames, обиду кинул, Vitality, что ли? Чё? Furia, Я тебе пишу, ты не алё. Куда ты мне пишешь? of Контакт. Cloud9, ВК, что who are ли? taking on Imperial. А, блядь, а мне что-то и So Сашка that is писал. на это. quite a set of teams to have to deal with in tomorrow's matchups. Obviously, that's the furthest thing Что, from где там Heroic's Егор? processing Я now. думал, уже хуярите там. Thinking about Не, его не будет сегодня. Titans waiting in the 2-2 column. As Ну they всё, still have an Саня. opportunity right here. Currently still Дожал, 2-1. все. But Ents have been, like we discussed, given Слышь? abundant Ага. opportunities. Переезжаешь? Да, так что жду тебя. Ага. It's just a question of how soon can they put their last foot across the line. Так, It's теперь Galil хохлищу давай. prioritizing some util. Чё говоришь? Сейчас хохлищу надо вызвать. Так, мне надо в КС перезайти. Блин, ты видишь, это долго просто. Да ничего, ничего, господи, дела надо решить. Все нормально. Так. Залетаю. Во. Так, ладно, хохол пусть идет нахуй. Ну чё, ты даже не поправился? Ну, получше стало вот сегодня, вот вчерашний вечер, плюс вот сегодняшний день более-менее еще нормально отпустило. А так, что-то вообще пиздос какой-то, блядь. Сидел дурачок, блядь, в балахончике своем, блин. Куда, балахончики, ты дурак, что ли? Я с тобой напротив тебя, ты как куртку одел, и я надел куртку, и все. Чё ж тебя тогда так ебало? Хер его знает. Это, ну, это, скорее всего, я же в прошлый вторник ездил на футбол, блядь. А мы когда ездили, тогда же ураган ебучий был. А я поехал в футболке и джинсовой рубашке, блядь. Вот меня ну ебануло, да, скорее да, всего. да. Вообще водку должна была вылечить. Ну, вот я вчера ягеря выпил, блядь, вообще нормально. А. Поправила, блядь. Как гиделикс, блядь. А ты в телеграме сидишь, да? Угу. Я сейчас вообще в соцсети в эти все редко захожу, что в ВК, что в... Так, я курить, сейчас приду. Давай. Если что, напиши, как начнется.
Блять. Виндо. Я тут. Угу. Окно справа. Джангли. Джанг. Джангли. Сори. Джанг. Найс. Блять. Шорт. Угу. Блин, закон. Мгм. Я себе пиздец сенсу поменял, блядь. На какую? Был 800 DPI и 1 сенса, а теперь 1,5, блядь. И 800 DPI? Да. Значит, тебе еще до меня далеко. Просто. 5 хп. Этот, Шорт. андер есть. Найс. Спина, Санек. Планчу прикройте. Эдва. Ковры, смотри. Блять, ковры смотрите. Да, там жопа везде. Надо Дефейт. пойти нормально. Дефейт, блядь, Силвера, дефейт. Принял. Сказал же, блять, ковры. Долбоёб. Санек, там АВП сидит. Мгм. Блять, он Угу. Я минус 94. принял. Да. Один еще на. Где-то сидит. Это наш. Наши Надо сидят выходить на пытаться. меду. Блять. Говно ебаное. Шо? Значит, сидит в яме до сих пор.
А, вон, сняли его. Цель. 5. Оба шорт. Двое мид. Под джангл ставлю. Мгм. И под КТ. Окно запрыгнул. Окно уже. Я тут топал. Авик, засейвить еще один. Не. Бери. Да не. Нет, не нужно. АВП для даунов, я считаю. Да. Ну, вообще поддерживаю. блядь. Хоть у кого, блядь. На нахуй. Ладно. Блядь, Лавочка. вишку кинул. АВП для даунов, напоминаю. Пацаны, что вы тут четвером стоите? Пойдем на Б. А то сейчас умирать тут, Санек. Что? Он в смоку Смоку, стоит. яма. Блять. Стейрс. Идем, да? Апсы. Пушьте Б. 1 Б максимум. 1 Б максимум. Апсы. Хорош. Хорош. Давай, Герыч, блять. Ставь под У него шорт. пачка. Поставь. Я тебе дропну бомбу. Окно. Тебе бомбу скинули. Кичен. Надо Двое. ставить. Уже сайт аккуратно. Бля, этот... Блядь, этот-то что сидит? А чё он за- Блядь. Надо было ему Нет. спрыгивать. Ну а чё он сидит? Ну, он тебе бомбу скинул и, блять, и Кичен при этом не смотрел. Ну, ставь. Так, 3, 1,5, 5. Пек. И тебе пистолетик дам. Скинул. А, вот, спасибо. Да. Так, там не валик совсем. Ты там везде нас снимаешь. Шорт 1. За машиной сидит? Ну, где-то на машине, да, и на шартоде. Блять. Ебалан, блядь. Зачем дури. ж так, Пой- блядь? Я пойду. Забей, не надо. Мы отходим. А, уже. Блядь. Еще тиверум, пацаны. Из джангла вышел. Блять, оранжевый, же. ёб твою мать. Сзади тебя топал, ты чё? Не успел. А, и сзади уже жмут. Ёбаный свет, блять. Спина, блядь. Боже, нахуй. Бля. А, ладно. Так, что у нас? Еще одно. Опять этот? А. Сейчас посмотрим. Не, бай делаем. Контрольте яму, ей-богу, почему нас запушат уже второй раунд подряд или третий? Просто 2 типа тиверум. Яма минус. Двое андер. Ебать ты кроешь. Мид Еще один пушит. был. И один на андер. Пачка где лежит? Да, в ту- Ты на шифте всегда одинаково идешь. Я понимаю. Долбоеб выключил.
ты сделаешь, блядь, кретин? Ну вот он и сидел, этот хуило там. Ай. Эк. Пойдем. Давай я просто ноги вылечу. Не-не-не, не надо, не надо, не надо. С форсес пойдем, Андр. Шорт один. Я еще должен быть. Джан. Топает, шорт. Блять, чмолик. Апси упал. Подожди, ГБ. Давайте смог топ-кон, ГБ. Андер. Ой, Нет. джангл. Давай, иди дом. Угу. Я сбегу, парни. Понял Б. Бегу. Апси. Деф ставлю. Кичен. Деф ставлю. Мейн. Кичен двое. Минимум. Я в спину иду. Минус кичен один. Еще один. Я убиваю. в окно вылез. Хорош. Ножа, блять. О2. Зато деньги есть. Могу буст дать. я. Авик могу отдать, если кому надо. Вряд ли, не? В яме сидит. Попробую отстрелить. Аккуратно. Справа подъем где-то. По-моему, на апсе забрался. Ну, проходи, ебучий смог. Окно 1.50. Апси, а как я не убил? Мне наверху. А, теперь Под не тобой сидит. сайт. Бамбу поддавить. Ой, Я. фаербокс. Убили. Пачка на головах лежит. Понятно. Флешку дай ему. И КТ, по-моему. КТ. Джангл. Смотри, стейрс. Блять. Что ты делаешь, блять, оранж? Ты чё, клоун, блять, совсем нахуй? Да. Джангл. Справа уже. Да. Блять. Да класс потом. Угу. Сейчас это уйдет. Хочу. Угу. Благодарю. Возможно, окно. Он на коврах. Блять, запушил. В этот момент 20 хп. Надо пушить дальше ковры, по-моему. Блять. Знаете, я инфу решил дать. Окно справа. В коврах бомба 50. лежит. Угу. Там у синего вижу.
Хорош. Этого за Джангл потом. авик был. Джангл авик тебя смотрит, скорее всего. Выкати смог Я и не был. собирался туда идти. Яма. Яма, яма. Яма, Бля. братан. Все, и под Б давай. КТ джангл. И яма был, Б чисто. Попробуй поставить просто. Угу. Уже Понял. здесь. Сори. Пит близко, Shadow может быть. Коннектор. Сайт ушел один. Сейчас молик подарит. Тут прям. Да, он перед питом. Перед питом один прям. Угу. Джангл. Джангл авик. Джангл. Выходи. Ставьте пачку. Шорт один. ПТ взял. Шорт класс был. Хорошо. Угу. Спасибо. Сейчас, погоди, стой. Близко. В упоре был один. Так, минус оранжевый. Ага. Шорт. С пачкой, блядь. Блять, еще и... Что ебло, блять, утиное. Ну, ладно. Дай-ка я ему накину на голову. С КТ стрелял. С КТ? Нет, это с голов тебя убил. Last kitchen. Подкоп ставлю. Уже джангл. С авиком аккуратно. Головы. Стейрс. По тебя бомба, желтый. Не топай, блядь. Блять, еблом под тебя бомба, блять. И топает, блядь, пиздец. Если бы он там сидел бы. Динамит? Ага. О, 2 мид, 1 андер. Шорт бежит. Один Тебя шорт типа еще. андер идет, поживи. Что? Кон. Попадай, блять. Долго его убил. Тикупе. Один. Бля, 2 в 2, пиздец, наверное, блять. Бро. Ну его нахуй. Двое. Джангл последний был, ты видел? Да я понял. Я пойду бомбу поставлю. Кичен идет, скорее всего, аккуратно. Кичен будет. Проходи. Давай. Под шорт к своему уходи. Аккуратно. Шорт идет. Он шел. Прошел. Блять. Ну ладно.
Что такое? Могу на сити смешал дверь. Давай. Убил бенч. Дал. Угу. Дал на голову. Что? Залетаем. Жара, блядь. Бенч, подстейр. Флэш вверх. Ставлю пачку, прикрой. Джангл. Кон минус. Джангл так стоит. Джангл справа от смока. Найс. Найс. Никто не хочет револьвер R8. Это как АВП, блядь. Для даунов. Благодарю. Я пикну бэсайд. Посмотрите андер кто-то. Да, давай я с тобой. Тачку посмотрите. На мид? Тачку. Не, этот самый. Ну, он на Б идет пик, надо Андрей. Мерседес-Бенц. Почему все бегут, пацаны? На тачку. Посмотреть. А чё это за прикол? Минус 87, андер. Хорош. Блять. Одного кичена. Под что ставлю? Шорт минус. Лол. Сингл, да. Вышел, 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 вышел. Да, убили. Апсы. Ты сгорел. А как он здесь сгорел, блядь? Прикол. Мид убил. Неплохо. Это окно плеер был. Могу флешку дать. Там сейчас один Не-не-не. окно стянулся, можно выходить. Сайт. Голову есть. Блядь, я слышал его. КТ может быть аккуратно. Шорт один. Ставь пачку оранжевый. Коннектор и шорт, ну. Дайте молик или что. Джангл Стейрс. 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 Блядь, голову. Молик. Кто куда, блядь? Тирана. Б. Пушат все. С ковров прям, да? Близко, кичен лево. Машина. Машина и Эдвард. Найс. Живи. Оба сайт. Машина есть. 50 Давай, пуш. Похуй, здесь уже надо пушить. Ну, я его, блядь, 53 хп.
Я бею. Овечка типа. Зеленый. Яма выше. Ковры, блядь! Ковры, яма. И- Ковры. Парни, помогите. Сайт один, деф. Я вхожу. Да, блять. Бля, по сейве, ёб твою мать. «60 хп ласт, лак не был. А, Уже, сори. Пацаны, они пушат Shadow. Прикрывайте, пожалуйста, со СТС. я бею. Овечка типа. Смог топ-мид. Топ-мид минус. Еще может быть. Яма нету. Флэш-мид есть? Са. Сейчас могу флешку. На, Дал флешку. мид. балкон. Под окном один. Все под окном. Горит. Еще не может быть. Андер либо. Под бой иду. Хули ты прыгаешь-то, блин, куда? Да, люрк скорее. Б, апсы. Угу. Я жду. ТВ. Блять, на ТВ такие. А че, куда, на А или на Б он пошел? Да хуй его знает, где он. Он, по-моему, сейвит. Топ-мид. Под ТВ руку. Пикайте. Я на себя Бегите, плюсовая. бачу. Под апку душу. Нет, это спан. Т респа. Сюда. Бо. Хорош. Смотри. Смотри, мид оранжевый. Блядь. Яма выходит. Один об... Яма уже. На, Не, будет. я бегу. Привет. С вами. Я без ебала. Ковры молли дал. Двое. Еще тетрис. Апсы один. Ласт апсы с ревиком. Б бегут. Б бегут, вот только меня нет. На, посижу. Смотрю. Нож. Нахуй Ну, нож. бля. Нож, блядь. Ну вы вообще не знаете ничего про унижение. Взял всех разъебал. Ну, сука.
Кривой смог. Минул. Флэш даю. Флэш мид. А, будет. Еще одну дал. Аж меня суть. Андер смотрю. Может Взял мид. Раскидка на идет. раски... Хорош, надо пожить. Найс. Двое тет. Бегу в спину. голова. Бегу в спину, надо пожить. Двое тетрис. Один лоу. Минус 35. Вашки, Дал бы блядь. им... Дал бы ему заплентить, да и все. А зачем? Зачем ему лишние деньги? Хуем, блядь. Так ты получил бы лишнее. Нет. Больше бы я не получил. Нам только за победу дается в этом плане. Фиолетовый, ты зеленым это, в пати? И я... Нет? Да. Да что он? Меня Сандра, всё Сандра, Сандра. говнули. Блять, он мне с прыжка поставил, охуеть. Запрыгивал на скамейку и въебало мне дал, сучара, блядь. Да, зажим, конечно, надо привыкнуть теперь, блядь. Подбой не слышу. Аба, вышли уже. Есть, ковра есть. Ковра один. Да, блядь. Лобут. Порос точка красный. 90 ковра. Один на. На 90. Ну что он бегает? Дефи до конца. Все, деф. Все, последний ковры был. Ладно, деф. Китчен. Минус 90 у него. АВП на форесте. Что-то я с патронами вообще нихуя не рассчитал, блядь. Сколько я дал? 71 в 5, 26. Нашали. Я тоже так считаю. Флэш мид. Бридж. Еще мид. А По есть. шортом и топ мид. Парик. Да, оба мид. Двое мид. Оба мид, короче. Минус 92. Минус 92. В коннекторе. Топ мид видел! Ты чё, блядь, Вася ебаный? Ну, скорее всего, 4 на 3. Хотя хули ешь 4 на 3, блядь, как он не видел-то, блядь. 4 на 3. Я тоже увидел, Спасибо. что он там вот свинулся. Я не видел. Да, мы так и понял. Подсаживаю. Не надо, сыграть там с аккуратно. Не надо, окей. Под Б, бомба. Да ёбсь туда, за холодильником. Мид за холодосом.
Зумится на топ-миду. Бэк в районе был. Коробки. За... ну, топ-мид справа был. За ящиком. Там еще один был. С авиком. Да, нас там сидит. Убивайте его оранжевый, сука. Ой, блядь, Фаер. ты взял эту хуйню. Санек, он в упор с ним. Да, я понял. Блять, фалафель ёбаный. Пиздец, блядь. Всегда один крыса играет, яма один. Топ-мид опять. Аккуратно, кон. Б будет. Ой, да, А будет. Молик окно дали. Бридж. Не вижу, шорт могут На попалить. Сын не увидел никого. Отойду На под Б. парике стоит. Ладер, аккуратно. Пит. Да, ладер сидит, чел. Он тупой, что ли? Что он ставит? Минус Нет. 80 апсы. Да умри, блядь! Голова. Двое ладер. Шорт прошел один. Убей. Найс. Бомба? Бомба. 90. И Last Kitchen должен быть. Майн. Зажим. Блядь, сколько я чулу в ладере дал, блядь. Спасибо. Пиздец какой-то. Мидл. Пит чистый. Шорт. Стол. Чел стол сидит. Шорт не проходили. Парик, авик. Топ мид. Шорт идет. Катвок. Хорош, шорт ласт. Прошу. Он шорт. Возможно, ладер. Найс. GG. Удачи на экспорт. Спасибо за игру. Ну и чё, кто там? Опять битки становятся долгими. Да. Ну и чё, ты пока не выздоровеешь, дома будешь сидеть? Нет, я в четверг на дачу. Мгм.
Ну, сука. Единственное, что у тебя когда там выходные? Четверг, пятница. Блин. Я тебе говорю. Ну, я когда? В четверг, пятница, суббота я точно там, в воскресенье на страйкбол поеду с дачей, на дачу же вернусь. О, кстати, привода привезу, постреляем по баночкам. Ну, у меня в субботу и воскресенье Рабочий, вторник да. и выходной, да. Так, помнишь тактику выхода на Б? Ну, так, примерно. Да. Пару смоков там Примерно и буст на миде, на этом самом, на суициде. Спрыгиваешь прям в угол, встаешь практически. Я на тебя запрыгиваю и вижу весь мид. Ну, давай сначала откатаем. Сейчас Ну да, потихонечку, да. Значит, я даю смог двери. Ты даешь флешку. От стенки. Да. Молотов, Смотрю два влево. молотова, и два молотова у нас. Молотов на секретку вот эту вот. Не в самом углу, который у нас, а посередине вот этот уголок. Да. И за дальний. Все. Все, а на сайт просто выходим уже. Можем еще одну там флешку верхом какую-нибудь накинуть. Плохо будет. Так, ладно, я пойду покурю. Да. Хорошо? Да. Да, блядь. Честно, короче. Нихуя не получилось. Хочу аватарку еще в стиме поменять. Что-то надоело мне эту аватарку, картиночку найти. Саш, а ты смотришь стрим? Найди мне картиночку какую-нибудь, чтобы я на аватарку поставил в стиме. Привет. Кто-то со мной пойдет на мид? Нет. Пушить? Угу. Пойдем попушим. По походу. Да, бой нижняя. Лорд. Не умирай, оранжевый. Кто у нас красный такой на меду бегает? Оранжевый. Чем-ка 30. Найс. Ты опять что ли бой, блядь? Не, топ мета не сидит. Тёмка. Даже классно. Low HP. No. Ну,
бокс Грена киньте, пожалуйста. Башкилонг. Помогайте лонг. Соло. Бомба лонг выходит. Я же сказал Грену, зачем ты молоток кинул? Ну, чтобы они сразу не вышли. Ну, блядь. Нет? Не надо сразу. На тэшке сидел один придурок, блядь. Я бросал, тебе надо было добить. Снизу. Да я фулл-блайнд был, блядь. Я так гранату на фулл-туху, блядь, белый кидал. Не, я говорю про Грену. Ну, Давай сейчас так же. Пацаны, Сейчас я нахуй, не успею. лежите в таверне, нахуй, ебальники, шатапните, пожалуйста, спасибо. а ты чё такой дерзкий-то, голубец? А потому что я, блядь, дерзкий, нахуй, по жизни, блядь, я волк, нахуй. Понятно. Я волк, блядь, биобульт, нахуй, понял, нет? А выть Я умеешь? мусор, ёпта. Пятачок. А выть умеешь? Биовульф. Он вышел. 60 хп. Ловочки на... Проходи, он набежит. Да я слышал, он где-то тут рядом был. Яма, машина. Алло. Отойдем? Флэш за спину тебе дал. Блять, что у меня не то совсем. Баскет лонг. Сейчас пойдут. Там же где-то. Под ямы выходит лонг, выходит, бежит. Ловочки, Красный лонг. Двое был. Тебя уже видели. Да их двое там, блядь. Ну в куда ряду ж ты встали. бежишь-то на авик-то, блять, фул ебало. Лонг убей. рот закрой. Завали ебало, ты чурка ебаная, блядь. Если дым есть, дым кинь и дефусь. Дефусь. Да ладно! Блять, даже Молодец. правда. Ой, блять, какие-то душные челы с нами играют. Пиздец, я в мут всех отправил. Нахуй.
Пикнули. Лонг бегут. Лонг вышли. Нет. Блять, он уже близко. Душок пошел. Да, я умер. Все, умер. Шорт один. Блять, ты как же 68, блять. Ладно. У нас эко, блять, опять. Да. Это эко было. Ну, до этого у нас бай был. Не, На фулл деньги. Ну а что, 1400, у тебя бай не будет, ты боишься пистолет Санек, плюс иди армор. забери ямку. На топ-медиа. Это у нас чел. Где на топ? А, здесь. Говоришь, на топ медиа. Бежал я к нашему, блядь. Ну шо? Пизду, блядь. Это нас ебаната играет тупорылая. Ну что есть, то есть. Не поспоришь. Что-то выебываться, блядь, на первых раундах, блядь. Да, да, да не надо пикать, ёб твой рот, блядь, господи. Бэйбой, Санек. Точно? Да, вот, стреляемся. Ну, стреляйтесь, это еще не вышли. Нижний что-то. Угу. Мидл минус. Шорт. Б вышел уже. Это, блядь. Фейканул, что ли? Ну, помоги мне, уёбище. Слева сидит. Да, под лонг там с авиком сидит. А, за машиной сидел. А-а. Еко. Не покупай ничего. Хуека, блядь. Ну, им пух. Ёбаный свет. Шорт уже аккуратно. Бля, пацаны, шорта хлопа нужно. Прям срочно. Бегу к тебе. Поздно всё. Меня уже выебали. Один гусь. Один рампа. Третий хуй знает. Нахуй он ко мне в шорт прибежал. М? Нахуй он ко мне в шорт Да, прибежал. типа уже без разницы было. Надо было быстрее просто и все.
Вот есть, Санек. Еще шот. Туда идет. Мне тоже. Ты же... Ты чё, охуел? КТ спрыгнул. А, понял. Как он не блайнд, блядь? Я же флешку хорошую дал. У меня другой вопрос интересует, какого хуя на мид побежал, слился, блядь. Ну ты дохуя Просто- знать хочешь, блядь. Просто на ноге выбежал, ему в ебальник. Бум, блядь. Пойдем с Он тобой. думал, что он самый умный, а оказался самый холодный, блядь. Он опять его нахуй. Так, не вышли. Это может быть Б. Под ногу вместе. Топмид. Шумер. Не, ну, Да, один. тут мид за бочками сидит. Блядь. Я стянул сна. Ну, Блядь. на Б побежали, видишь? Не убили чела, который бежал? Еще один выходит. Выходит. Я не вижу никого. Вон он. Да умри, в смысле, блядь, ты чё? Все же, стой, сейчас пачка у тебя лежит. Да, пиздец, тебе повезло. Да. Есть, есть. Был? Нет, не видел. Не было, не было, не было. Пашки Б? Б, да. Не дал. Все хуй выйдут. Темки прыгают. Все нижние нас смотрят. Тягивается Санек. Да. Это спам мне уже убили, нижние. Да. Темки не да, сейчас будет. Второй ушел. Спам, винт. Спам. Спал наш сидит. Ну, я говорю, это спам. Титаник, видишь, съебался. Перерыв.
было? Не видел. Лонг. Блять, да как Так, вас... пойду подожму. Хорош. Я ждать могу такой. Гусь один. Еблан, что ли, совсем нахуй. Так, минус. Я даже не понял, откуда меня убили, блядь. В яме, что ли, меня въебал, блядь. Есть. Да, можно Цит. ФК стоит чел. Топ мид. О, да. Мид вышел уже. Порт вышел сайт. Уже безысходность просто встал, блядь. Пасы, это... Куда ты идешь? Да, Стёмки сейчас въебал. Да, я уже с свиной ходил. Нихуя! Вот это пик. На $1 000 000, блядь. Ёбнися. Так, что у нас раунд, да? Ну чё, на фул На фул, сидеть? да. Я шорт пошел. Давай. Блять. Заебали. Флешки лонг. Выкинули флешку. Б выкинули этот. Не умри, не умри. Я был вот синего, блять. Тупорылый, блять, пидорас. Сука, блять, картофельный. Там второй, блядь. Да, да. А чё синий там, блядь? Да, забей, блять. На фултуху просто вышел стреляться. На нахуй. Да, блять, куда ж ты торопишься? На Что, нахуй. блять? Да, сейчас к тебе 2 чела придут с лонга, блять, когда миту были у тебя лежит. Блядь. Или он сейвит на пистолетку, блять. Эмку можешь взять, спокойно возьми эмку, отыгрывай. Сложно. Какой ж ты турник, блять. Пока. Пока. Пиздец. Пиздец. Пойдем, коль не шутишь.
Сейчас нижний по ебальникам, блядь, не? Угу. Нет, серьезно. Оставь стэшку. Охуеть. Вот чел с глока двери простреливает, охуеть. Ой. М? Санек, Раушки. какой? Оранжевый? Чувак. Мгм. Блять. Машина. Мидл была. Угу, это мой смог, долбоёб. Это я в нем сижу так. Нету. Сейчас пойду. Блять, да откуда, ёпта, даже не вижу. А, все вымер. Ну охуеть, блять, на Б вышли. Держишь, прыгай, суицид. Прыгай, суицид. Налево. Налево, налево. Все, сидит. Не видно. Нету. Лонг. Найс. Я бомб забираю. Блять. Так, подон. Да. Пойду вон. Банка, банка, банка уже. Лонг. И КТ, походу. Всё, минус. Блять, чувак у нас этот ОМОН выносит, блять. Хорошо. Пошли. Еще раз тёплым Густавом. Блять, да прыгни. Теперь чуть-чуть надо правее, я тебе говорил, не в сам... Сюда. Чуть правее, не в самый угол, чуть правее. Блять, свой слепил. Сетали. Бомб тебя дам. Сайт спрыгнул КТ. Найс. Вот есть. Он чел.
Последний лонг. Шорт. Блять. Пушит мид, блять. Я не смог на тебя запрыгнуть. Ловер. Так, пойдем. Хотя. Топ мид. Блядь, кривой лох. Что ты кидаешь, блять? Да я случайно, блядь. Я случайно Саня кинул. Я думал, блядь, может он надо был. Не-не-не, я без авика, братан. Ну, выйдем, блядь. Или так и будешь сиськи иметь себе, блядь. Я молик дам. Говорю, молик дам. Да я слышу, я... Кто-то меня ебет сайт, по-моему. Тут бочку съедет. А. Не понял. Как редко сидит. Прям на флешку. Я его убил, что ли, блядь? Я нихуя не понял. Как не понял. Чел, на КТ был? Я его Да. все на КТ ждал. Я его в смог прострелил, что ли? Я не заметил. Да, просто. да, А, блядь. А я его вычекиваю, стою, блядь, долбоёб. Бэклик. Мидл прошел. Мидл, да. Савик у меня уже уебал. Нижняя. Блять, ну на синий все заруинил, забей. Ну, конченый, блядь. Че, на бэк тот сидел все-таки или что? Не, меня с этого, с мида прям с... Так смоки, блядь, ну ёбаный рот. Ну, так смоки не кинули. У тебя смока не было? У меня он был, но я с пачкой бежал туда. Так, вот, блядь, видишь? И- Нихуя. Сначала смачок, потом, блядь, делай, что хочешь. Флешки вон. Сейчас кидай будут. Это я кинул. По-любому. Я тебе буздам. Блядь, третья хае. Все, сиди, жди. Потопай. Блядь, вообще их трое лонг было, блядь.
Стянулись. Не слышу, правда, ничего. Мидл. Идет КТ. КТ один. Жди КТ, жди КТ. Уже где угодно могут быть. Тебе надо чекнуть КТ аккуратно. Уйди, не стрелять. Блять, шорт. Не убил с первых двух вот этих выстрелов, блять, все, уходишь просто под лонг. Спокойно. Твой чел знает. Да. Спасибо. Кидай. Блять. Что? Забрали, что ли? Что-то перекид. Ебал, да? Угу. Нихуя у него, блядь. Правый мид. Тебе подсид дал, блядь. Мне въебали, блядь. Уебал меня, блядь. Блять. Я фул, блядь. Блять. Синий, ты долбоеб совсем, блять. Ладно. Этот справа стоял, думал, слева. Иди, Они на Б иди, пошли. иди. Так, синий пошел стреляться, блядь. Блять, ну с бомбой ты куда? Еще дальше бомба. Хорош, доел, бля. Двое са будут. Хорош. Если что, за него смотри, инфу мне дашь. Нету. Стенка может быть. Тёх возьму. Есть. Сиди, он сейчас в дверь выйдет. Что бы ты без меня делал бы, нахуй, а? Не говори, блядь. Сосал бы, братан. Что, тебе подсидку делать? Да не успеешь уже. Ёбнутый там, один Б, один Б. КТ и шорт. Ой, блядь, КТ. КТ. Сука. Сидит в яме, нихуя не видит.
Да я же успел! Я выстрелил! Пидорас ебаный, блядь. Шорт пушит. Ты бомбу, блядь, шорт пушит, ты бомбу скидываешь, если он запушит и убьет всех, блядь, он будет с бомбой. Пойду на лонг. Ай, блядь. Не два. Двое, скорее всего. Либо 1-1-1. Должен был снять. Блять. Кто один? Аккуратно мид в близкой шифте. Ловер может быть тоже неизвестно. На гусе поигрались. Гусь или машина? Сайт! Все, найс. Проходить, ставить. Подлонг. В идеале. КТ! Минус 32 МС. То шорт пойдет. Блять, еблан, он шорт пойдет! Тяжко. Так, ты, блядь, идешь ты нахуй, боже. Блять, что за смоки, блять, пиздец, блять. Что... Всё, ГГ, блять. Да? Ну, забей, ну это смог, конечно, приколдес, блядь, полный. Хоть в КТ попал, блядь. Да, у тебя пачка, пошли. Есть. Мидл, есть. Либо у чувака такая реакция охуевшая, блядь. За долю секунды выстреливают. Либо, блядь, у него ВХ, блядь, что он стоит ждал. Их там трое. Wasn't even really playing that A site and was giving them all the room in the world for Imperial ты to сразу consistently дома, run да? these execute setups into Никуда A, не с вами. forcing Cloud9 into retakes. Ну я... А, нет, подожди, я завтра с Сашкой. Давайте завтра в ночную? День. Как день? Подожди, я что-то все перепутал тогда. Сегодня у меня выходной, завтра в день, послезавтра в ночь. У тебя сегодня выходной, что я? Сегодня ж понедельник. Угу. Ты ж по среду с ней встречаешься. А в среду у нее не получается. Там надо будет к универу готовиться. Нет бы денег заплатить, а? Слушай, здесь ты учишься, чтобы быть специалистом, а не чтобы корочку получить, блядь. Так-то да. А специалист чего она будет? Ну, она же фармацевт. А,
Лекарства продавать. Ну да. Ладно, пойду я спать, а то, блядь, не высплюсь. Чё, рубит? Да и не то, что рубит, надо просто ложиться, блядь. Тут 5 часов вставать. А, ну да, тогда, конечно. Ладненько, тогда еще давай. До завтрачка. А, не до Как завтра, когда там. До четверга уж, ёпта. А, ну а в четверг я уже на дачу уеду, блядь. Ты во сколько будешь? Чё, когда? На четверг. Днем. Ну, мне надо к врачу сходить, типа, к неврологу. И все, и я поеду. Шалят. Нет, там у меня это самое. Ну, короче, на даче объясню тебе. Хорошо. Сейчас это... Короче, днем. Да, днем буду. Ну ладно, я там как высплюсь. Ага. Ну, так же под вечер. Ну да. Ну все, давай. Все, тогда. давай тогда, ага. Спокойной ночи. Так. Вариант следующий. Егор сказал, что не будет. В Дискорде вообще где-нибудь кто-нибудь сидит? Никто. Ну, значит, из Дискорда можно нахуй ливать. Да. Я перерыв минут на 10. Пойду возьму себе покушать. Курю и вернусь. И поиграем в World War. Еще. Да, конечно, к новой сенсе нужно привыкать. Она лучшая, как по мне, но к ней нужно привыкнуть. Может быть, чуть-чуть ее поменьше сделать. Так, ладно, объявляю перерыв. Антракт. Все, скоро буду.
Так, пока у меня перерыв на покушать, я предлагаю что-нибудь посмотреть. Мгм. Какой-нибудь видосик сейчас посмотрим. Хороший. Мгм. Так, что-нибудь про бильярд посмотрим. Так, кстати, да. Что сделать? Мгм. Так. Давай ее поставлю. Так. Так. Все. Есть. Все. Котика я поставил. Что мы будем смотреть? Смешные видео с котиками. Блин. Я вообще хотел что-нибудь познавать посмотреть. Ну, можно и смешные видео с котиками. Так. Блин, а может просто какую-нибудь подборку мемасов посмотрим? Какие-нибудь там, типа, лучшие видео апреля, блядь, и так далее. Просто всего. Не только животных. Ну и людей тоже. Пойдет такое? Такой компромисс пойдет? Пойдет. Так. Сейчас сделаем. Так, добавить захват экрана. Ок. Так, улыбочку оставляем. Так. Ой, ебать, мое ебало. На первой странице YouTube, ёбаный сыры. Так, сейчас я... Блять.
Я чё Ламыч тогда смотрел, сука? Я не вспомню уже. Ладно. Oh, we got it. We got it. It's all good. Oh, we gotta fix that. Yo, you want a bite of this? Nah, I'm good, man. I'm good. Oh, all right. Here comes the airplane. A thing for kid. Please. Oh. Oh. So freaking. Excuse me! No! Are these free? 每一个人都有自己喜欢的投篮姿势。我这个朋友，哎呦！ Ты понимаешь, вот такая хуйня должна быть у каждого типа. Ёбаный рот. Почему это так смешно, сука? Блять. Ладно. Кого-то мне это напоминает. Ладно. Did you just play some light jazz? Excuse me! What? Hey. Yo. My dog stepped on a bee. Objection, relevance. I don't even know how to describe this noise, dude. Like, I just got done pissing and then... Ini udah lumayan kering, kita tambahin minyak goreng. And they come with umbrellas. 2018 in that Porsche Carrera. Go your pal. Yep, she's doing it. Seriously, if you just tell me whose this is, I'm not gonna be upset. It's yours, I'm telling you. There's It's no other not mine. Маменькины дочки будут наказаны, грязные шлюшки будут наказаны. Well, now I know what happened to Mounds Bean Sass. Oh, fuck! Holy shit! Oh, fuck! Oh, Какой красавчик. Не знаю ему. Жаль этого добряка, блин. New AP, flood. Water on my butt like a tub. They got my little gun in the club.
классика. Look what I have. Look what I have. That's not? Я думал, все уже. Ладно. Открою тебе. Go ahead. We're walking through the city, right? And look at this. Big building up there. Big building down here. And what happened, Mr. Drifter? Lost it. Huh? What happened? Ой, ну это я. That this life is easy. Today's episode of how fucked up is fucked up. That's fucked up. Блять. Just give it to him, bastard. Holy shit. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your ass fall off. Oh my god. You ready, Marilyn? Oh, ask for chocolate now. I want chocolate. What? Oh, what? what? What the hell? Thanks. Oh, let me get this. No, Please, honestly. Please, let me get this. Okay. My treat. Is that my wallet? Of what? No. That handle right there, dude. There you go.
Ач. Hey, stop. Hey! 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 Говно какое-то, не видишь? Блять. Помогите. Блять, я и видос этот сраный посмотрел и не пожирал ни хрена. Ну отлично. Блин, что там прыжок показал? Ой, бля, иди ты нахуй. Не, все. Хватит на сегодня ютуба. О, здесь надо просто слушать. Ребята, как вы знаете, YouTube отключил монетизацию в России. Очень люблю его историю. Очень часто себе, когда никто не стримит, мне ничего не хочется смотреть, я их себе врубаю просто и засыпаю. Текст данной истории был найден на флешке, которую нашли на лесополосе. Прошу, помогите мне. Меня зовут Денис. Я и моя семья уже 4 дня Я на хую повис. сидим заперти в собственном доме и не можем выйти. Снаружи нас караулит эта тварь. Если вы найдете флешку, пожалуйста, пришлите помощь.
тот день я проснулся от тихих всхлипываний где-то за окном. Сначала мой усталый мозг, который бесцеремонно вырвали из сладкого сна, посчитал, что это плачет один из наших детей. Но чем больше я вслушивался в эти всхлипывания, тем больше понимал, что с ними что-то не так. Звук был слишком басистым, так мог плакать только взрослый, но никак не ребенок. Кроме того, он исходил с улицы. «Денис, проверь, что там случилось у детей, пожалуйста», Прости, я не могу, я на хую повис. сонным голосом пробормотала моя жена Алена, спавшая рядом со мной. «Это не дети плачут», – раздраженно прошептал я жене в ответ. Мы жили на окраине города, рядом с домом проходила железная дорога, а прямо за ней начиналась лесополоса. Шастать по ночам мог кто угодно, а потому я осторожно прокрался к окну и выглянул наружу. Как я и думал, под окнами на улице стоял какой-то мужчина и плакал. Допотопные фонари слабо освещали незнакомца, но их было достаточно, чтобы я понял, мужчина очень странный. Он стоял совершенно неподвижно, даже его грудь не вздымалась, когда он всхлипами пронзал ночную тишину. В доме напротив кто-то зажег свет, видимо, жильцов тоже разбудил его плач. «Да заткнись ты уже наконец, урод!» – прокричал из-за загоревшегося окна сосед, тучный человек в тельняшке. В ответ ему 0 эмоций, плакальщик продолжал всхлипывать. Сначала мне захотелось выйти наружу и узнать, что случилось, но разум сказал мне: не делай этого, слишком уж странная внешность была у этого человека. В итоге я остался в доме. Честно говоря, я испугался настолько, что застыл на месте и даже не мог обдумать следующий шаг. Мужчина оказался высоким, на почти лысой голове редела пара прядей длинных седых волос. Он смотрел в мою сторону, но из-за слабого освещения я не мог разглядеть его лица. Прошло где-то полчаса, и до меня дошло, что я все это время тупо простоял, не шелохнувшись. Я бы и дальше так стоял, но проснулась моя жена и спросила, чем я занят. «В чем дело?» – сказала Алена. «Не знаю», – ответил я. «Там человек стоит и плачет. По-моему, ему нужна помощь». Алена подошла к окну и посмотрела наружу. Хоть в комнате и было темно, я заметил, что от одного взгляда на незнакомца лицо жены тут же побледнело. «Что случилось?» – спросил я жену. «Вызови полицию, не выходи», – сказала Алена дрожащим голосом. «Почему? Что ты там такое увидела?» «Не знаю, просто не выходи, прошу». Я взял жену за руку и аккуратно отвел от окна. Что-то в этом человеке нас обоих не на шутку напугало, хотя по сути, кроме странной внешности незнакомца, бояться было нечего. «Ален, проверь, как там дети, а я позвоню в полицию». Когда я набирал 112, то думал, что им сказать, ведь по сути нам ничего не угрожало. Человек просто стоял и плакал. Мы могли схлопотать за ложный вызов, а этого мне совсем не хотелось. Но так как иных вариантов у нас не было, я нажал на кнопку «Вызов». «Служба спасения, что у вас случилось?» – сказала женщина-оператор на другом конце провода. «Здравствуйте, меня зовут Денис Цветков. На улице перед моим домом стоит незнакомый человек и громко плачет. Не знаю, может он пьяный или под чем-то, но он пугает моих детей. Извините, я не назвал бы происходящее экстренной ситуацией, но с этим человеком что-то явно не в порядке», — объяснил я. «Хорошо, мы отследили ваш адрес. Наряд полиции вызван. Ожидайте не позднее, чем через 10 минут», — сказала оператор и повесила трубку. Я решил, что мой гражданский долг исполнен. Алена как раз вышла из детской и сказала, что дети крепко спят. Я немного успокоился, закрыл шторами окно, и мы оба легли обратно спать, полностью уверенные, что полиция во всем разберется. Мне искренне хотелось бы, чтобы на этом история закончилась, но нет, по велению судьбы все только начиналось.
Я ворочался в кровати и от волнения не мог уснуть, потом стал пялиться на тикающие часы. Так прошел час. Незнакомец плакал не переставая, и жуткое эхо от его всхлипываний разносилось по двору. Прошло уже 2 часа, а полиции все не было. К тому моменту мне захотелось снова выглянуть в окно и посмотреть, что там происходит. Но одна лишь мысль о том странном чужаке мгновенно отбивала всякое желание приоткрывать шторы. Так прошла вся ночь, а когда часы показали 4 утра, я понял, что ни черта не выспался. Самым страшным было то, что даже с восходом солнца всхлипывания не прекратились. Более того, снаружи было темным-темно, как ночью. Не выспавшийся и разбитый, я кое-как сполз с кровати. Мне адски хотелось в туалет. Алена тем временем мирно спала, как убитая, словно всхлипывания снаружи ей вовсе не мешали. Я посмотрел на часы в телефоне и охренел от увиденного. 2 часа ночи. Это было просто невозможно, учитывая то, что механические часы показывали 4:05. Я отбросил страхи и подошел к окну с твердым намерением узнать, что там вообще происходит. Человек стоял на том же месте совершенно неподвижно, а у тротуара я заметил припаркованную полицейскую машину с открытыми дверьми и мерцающими красно-синими мигалками. Самих же полицейских нигде не было видно. «Что за херня творится?» – промямлил я себе под нос. И снова вид незнакомца ввел меня в некий транс, из которого меня вывел звонкий голос позади. «А почему дядя плачет?» – спросил меня мой старший сын Антон. «Антон, а где Алёша?» – спросил я сына, не позволяя ему подойти к окну. «Он описался», – ответил мне Антон. Алёше было уже 6 лет, и мне казалось, что все эти ночные похождения с мокрыми простынями остались в прошлом. Прежде чем пойти менять простынь, я решил еще раз позвонить в полицию. На экране загорелся день недели среда, что было просто невозможным. Когда я звонил в первый раз, точно был понедельник, а это значит, что мы проспали больше суток. «Антон, иди в комнату, я сейчас позвоню кое-куда и приду», — сказал я сыну, и тот ушел. Дрожащими пальцами я стал набирать номер службы спасения, списав разнобой в датах на неисправное приложение в телефоне. К моему ужасу сенсорная кнопка вызова не работала. «Боже, неужели мы проспали весь день? Как так?» – спросонья сказала озадаченная Алена. Она перевернулась на бок, чтобы посмотреть на время. «Не знаю, хрень какая-то творится», – ответил я. «Тот человек все еще плачет, и где же полиция?» «Их машина стоит на улице, но вот их самих нигде нет», – ответил я. С каждой прошедшей минутой я все больше убеждался в том, что мы и правда проспали целый день. Это объясняет то, что Алёша обмочился, а мой мочевой пузырь был готов лопнуть. Каким-то образом нечто усыпило всю нашу семью. Что-то заставило нас проспать целые сутки. «Чертовщина какая-то, ей-богу», — подумал я. Но чертовщина не чертовщина, а в первую очередь мы должны были позаботиться о детях. Мы с Аленой пошли в детскую, чтобы поменять простынь Алёши, и по пути думали, как нам выбраться из этой ситуации. Для начала мы попробовали позвонить родственникам, но ни один номер не работал. Потом мы решили выйти в интернет, но и связи не было. «Господи, да что происходит? А включи-ка телевизор», — сказала Алена. Я включил черную коробку. На экране сначала рябили помехи, а потом мы разглядели в них кое-что еще. На заднем плане падали снежинки. В снежной пелене что-то стояло, но из-за помех мы не могли ничего разглядеть. Судя по очертаниям, мы предположили, что это некий человек, который просто стоит перед камерой. Внезапно экран почернел, и на нем появилась единственная белая надпись: «Выходите из дома». «Как это вообще возможно?» – завизжала моя жена.
Не знаю, но, по-моему, выходить наружу – это чертовски глупая затея, ответил я, после чего выключил телевизор. Прости, милая, не хотел тебе грубить. Мы попросили детей уйти в детскую, а сами выглянули в окно. Снаружи мы увидели нашего соседа, того мужика в тельняшке. Он ходил по двору и размахивал увесистой дубиной. «Сейчас я тебя ушатаю!» – заорал он. Я распахнул окно и высунулся наружу, чтобы предупредить соседа не приближаться к тому типу, но не успел. В тот же миг сосед подошел вплотную к незнакомцу, и в воздухе повисла гробовая тишина. А потом случился кошмар, который я никогда не забуду. Тишина сменилась истерическим хохотом, который усиливался с каждой секундой. Хоть мы с Аленой и знали, что смех исходит от того странного незнакомца, у нас складывалось впечатление, что тот, кто смеется, стоит прямо в нашей комнате. Ничего громче я в жизни не слышал. Мы схватились за головы и осели на пол в агонии. «Закрой окно!» – умоляюще простонала Алена. Я закрыл окно, но несмотря на это шум не уменьшился. Напротив, он продолжал усиливаться. Ну а потом смех так же резко, как и начался, прекратился. «Что это было?» – спросил заплаканный Антон, который прибежал к нам из детской. «Ничего страшного, малыш, все хорошо, просто не смотри в окно, ладно?» – сказала Алена, обняла сына и увела его в комнату к Алёше. Я выглянул в окно. От соседа осталась лишь лужа крови и небольшая гора кишок у ног неизвестного ублюдка. «Он мертв», – выдавил я из себя. Так мы просидели несколько часов. Я включил телевизор на тот случай, если вдруг покажут новости. Все-таки я надеялся на связь с внешним миром. Наши дети, конечно, испугались, но они были слишком маленькими, чтобы осознать настоящий размер проблемы, с которой мы столкнулись. Я даже завидовал их неведению. В глазах детей мы были ангелами-хранителями, которые защитят их от всего на свете. Но учитывая то, что я недавно лицезрел, у нас вряд ли получится их спасти. Как бы мне не хотелось это признавать, но мы с Аленой всего лишь люди. Мы считали каждую минуту до рассвета, и вот настал миг, которого мы все так ждали. Сквозь окно стали пробиваться первые лучи солнца, на нас вновь накатила непреодолимая усталость, и все мы отключились прямо на полу. Проснулись мы, как и в прошлый раз, условной ночью, вот только у нас больше не было доступа к мобильной связи, батарейки сели. Все, что у нас осталось, это парочка наручных часов, а тот проклятый плакальщик все никак не унимался. Наоборот, он стал всхлипывать чуть громче после того, как убил моего соседа. Странно, ни один человек из нашего дома или дома напротив ни разу не появился во дворе. Не знаю, что с ними со всеми. Может, их убили, а может, они не видят этого урода. Меня же одолевали мысли. Знаете, когда люди плачут, в их голосе читается боль и страдание. Это же существо тупо плакало для вида. Никакой горечи в его голосе не было. И чем сильнее мы прислушивались, тем больше убеждались, что это не человек. «Давай включим свет», – дрожащим голосом сказала Алена. Я нажал на выключатель, но ничего не произошло. Проверив рубильник в доме, я предположил, что весь район сидит без света. Потом жена задала вопрос, который погубил остаток всякой надежды. «Почему никто не пришел на помощь?» Мне нечего было ей ответить. Я уже сказал, что думаю насчет остальных жильцов. У меня не нашлось слов, чтобы утешить жену, но я был готов защищать свою семью от неведомой угрозы до последнего, пока я сам не паду жертвой этой твари.
Вчера еще трое соседей вышли на улицу. Опять мы слышали адский смех. Опять видели лужу крови на земле. Нас перепугало то, что соседи сами шли к этому монстру, словно загипнотизированные. Они добровольно шагали навстречу своей страшной смерти. На третью ночь я понял, что эта тварь заставляет нас спать днем, лишая солнечного света, и пробуждает ночью. Плач изменился, теперь в нем слышны нотки издевательского сочувствия. Может, ему и вправду нужна помощь? Может, настала наша очередь выйти наружу? Сказала Алена каким-то монотонным голосом, и уже собралась выйти за дверь, когда я ее остановил. К жене вернулось сознание. Я напомнил ей про наших детей, про то, что мы нужны им, и Алена успокоилась. Мой голос словно вывел ее из транса, но, как оказалось, ненадолго. Я пошел на кухню собрать оставшуюся еду, как услышал щелчок входной двери. Я побежал к жене, но не успел. Алена обернулась, промолвив лишь тихое «прости», и вышла на улицу. Потом я услышал истерический смех. Я не пытался позвать Алену, я знал, что она мертва. Единственное, что удерживает меня от зова плакальщика, это мои дети. Но даже они стали испытывать непреодолимое желание выйти наружу. Я не знаю, что мне делать. На четвертый день, буквально на полчаса, появилось электричество, и я написал эту историю. Опять же прошу, если вы найдете флешку, помогите мне. Все должны знать, что тут случилось. И помните, эта тварь способна влиять на время и пространство, а это значит, что когда она расквитается с нами, то вполне возможно начнет плакать именно под вашим окном. Вот так вот, блядь. Страшно, да пиздец, обосраться можно. Так. Ой, в пизду. Так, я забыл, что у меня виден экран. Ничего не видели, ничего не читали. Ёпки, блядь. Так. Ну что, еще одну историю? Или поиграем? М? Ну, как хотите. Игра, блядь, не надо больше, блядь, вот этого. Не надо, блин, пугать, пожалуйста. А он страшилки прикольно. Так. Что у нас? Закрываем. Так, я включаю обратно свет. Да, будет свет, сказал монтер. И яйца фосфором натер. А мы, значит, убираем захват экрана. World War. Поехали.
Сейчас будет громко. Сделайте потише. Так. Дробовичок же мне открылся. Точно. Так, ну шо? Как говорится, русские вперед, блядь. Поехали. Сергей. Люди уже как-то до 50-го левела дошли, блядь. Как они это делают, ёбаный рот. Очень долго качается здесь, конечно, очень долго. Так. То у нас... Ага. Тут нужен марксман. Как лежится, брат? У меня что-то открыто, что ли? Что лагает? Сейчас, секунду. Так, это мог выйти. Так, ничего. Да, ты очень сильный. И тоже нахрен закроем. И это закроем. Все. БС, игра. В бой. Ай. А как он... Блин, как попал-то? Мужик, живи. В каком бою? Он же не воюет. Высади меня к нему, блядь. Какой прижат, так не шевелите, блядь. Пиздец, блядь. Там поехали. Сидел. Ну, блин, бачка сюда, нихуя себе. Ага, ну это я сейчас с вами поговорю, блядь, не проблема. Бля, отлично, ты меня высаживаешь, блядь, прям к ним. Ну гениально, блядь. Ну, так лучше. Так, где-то за кучкой он сидит. В стране объявлено военное положение. Все граждане должны безоговорочно О, сука, вылези. военной администрации. Нахуй идешь. Блять, не на ту кнопку нажал.
Блять, я два захватываю. Да. А где ты вообще сидишь? Чел. Нахер ты вообще здесь? Что-то нам пизда конкретная. А вон они, блядь, посыпались, суки. О! Нахуй. Ой, вот это тоже плохо. А что такое? Ай! Ой! Челаду и малави? Блять! В туху в упор попал, блять. Ну, скопом, блять, 95 снял. Так, не. Так, ну Б1 в 2 если захвачено. Ну, это проебанная игра. Хватит. Спасибо. Сука. Ну, взрывать будем? А почему это... Блять, ну почему это вот не показывает? Ешкин, блядь. Ну, что тиммейты мои делают, блядь? Да в каком бою?
Со спины. Куда побежала, блин? Лярва. Ну выстрелите, блядь, где вы? Блядь, они просто сидят. Пойдешь? Ладно. Впереди прорвались с боков, ебашит, и танк маленький приехал. Ну ебанись. Я за стеной, как я могу взор... Блядь. Эх. А чё? Блять, то есть я... Нахуй дальше. Сволочь, блядь. Ой, 4 открыл. 4 открыл. Что он так прижал? Угу. Где-то здесь. Блять. Не понял.
Почему такого? Блять, ну иди ты нахер, ну куда ты бежишь, ты челов не видишь, блядь. Трясет в прицеле. Хит. Блять, они по нему ни разу не попали. Блять, у нас покучил уже, прошу. «95. 5 хп. Я же попал! Что? Я же видел вот эту... В каком он бою, блять? Он был быстрее, короче, я понял. Дай мне спрыгнуть. Еще второй этаж заняли. Под обстрел. Да идите нахер. Так... Зашичил в спине, блядь. Алло, у Курыши, блядь, у нас Б1 захватывают, блядь, снова.
А, мы же проебали, ну слава богу. Просто нас отъебали, блин. $63 000 очков, блядь, что заработали. Наш отряд, блядь. Да. Пиздатый красивый шлем хотел поставить, блин, не успел пить. Битва. Ну давай. Помахаемся. Оп. А. Денег. А. Нет. Ну, закинь. Надо начать захватывать срочно. Да что ты, сука. Доделся. Наш.
разочек. Все, занял. Штаб по обороне Москвы доводит до сведения граждан, Блять, с один проебал, это плохо. Ебать. Прилетело мне. Занимайся там и двое, блядь, по флангу будут. Под каким огнем? Высади меня, блядь. Да заебали вы своим армором, блядь. Нахуй идешь. Ближе, блядь. Ай. У нас же там чел, блядь, был. А, его убили тоже. Один с фрейм со мной. Вы какие-то пуси, бля, ребят. Ужас какой-то. все граждане должны безоговорочно выполнять указания представителей военных. Мало что ли?
Я думаю, как-то тихо стало, блин. Ну вот они. И уже здесь. Чем тут? Друг друга убили. Нормально. Да убил его, блять, пусть ебаная. Это игра, блять. Блять, я так и знал, сучара. Думаю, надо перейти на ту сторону смотреть, блядь. Дрочила. Ага. Ну, мне ебало, вообще его не было видно. Эй, своего походу его. Нет. Я только, блядь, нажал. Ну, идет, получается.
Ну все, ебать, я не победим. Берлин, командный бой. Ну все, это эмочка. Это, блядь, эмочка пошла сейчас. О, мы еще идем. Прекрасно. Алло. Тут... Включите свет. Что? 60 хп. Чё? Так, нет. Блять, ручки забрала. Да в смысле? 82. Блять. У нее что за броня, блять? А иди ты нахер с своим дробовиком, блять. Спасибо, мой хуй. Блять. Нет, и бразилец это гений какой-то, блядь. Он 3 раза, из 4, 3 килла на мне. Ладно. А, нет. Дрободан, блядь, господи. Какие ж никнеймы у вас охуенные. Пулемет, нихуя ты, блять, хуел. Ну ладно. Охуеть. Вообще вот они называются мистер Монтенегро, блядь. Они знают, что Монтенегро это Черногория, блядь. Ебучие придурки, блядь.
успел же уйти уже с аута. Вот, бля, с каким пингом они играют, ёпки. Ну, это проебано. 10 киллов в половине. Проигрывать это очень много. Бежать, сука. Нихера себе, это такой получится. Нахуй иди, блядь. Черногорец, блядь. Из Хохляндии. Нахуй, блядь, еще один. Ну да, здесь как бы без шансов что-то. Наш что там, бразильцы проиграли, пиздец.
Да, он, скорее всего, вошел. Блять. Три 11, блядь, секунд. Пойти. Умирай! Ну, блядь, ну что это? Да, конечно, когда челы прокачаны жесткими кевларами, хуй убьешь, блядь. Казалось, что нет. Ахтунг, блядь, по мне ебут. Не, ну что трахать вообще, блядь. Без шансов. Так и знал, блядь. Твою мать. Тише, тише, родные. Пивас, блядь. Ой, отдохни, пивас, блядь. Да ты... Ты еще. Смотри. Ну, вот что-то вообще с проглотом. Привет. Привет. Уважаю вот таких игроков, блядь. Ну, да, понятно. Если я топ-1, значит, все. Значит, это все плохо.
Какая пи... Ну он же ее дальше кинул, блять. Забежать нахуй. Ну я виноват, что они бегут, блядь, когда туда хаешка кинулась. Хуя ты. Пиздец. Ну поебалу я ему уже попал, пусть он умрет. Спасибо. Ёб твой рот, блядь. Я еще к вам приду. Как не прийти? Салам алейкум. Да, блять. Это прикольный. Я не знаю, сколько надо убить, блядь. 1, 6, 3, 5, ну это... Двадцать один, 11, да, 22, 11, а я 20, 15.
Наверное, еще вот эту еще одну и, наверное, спать пойду. Это уже время, 2 час уже, оказывается. Да. С калашком сыграю. Ну, того хоть успел. Ну это вор зачем? Блять, ты че, ебанат, что ли? Совсем натрия, блядь. По мне и свой опять нахуярил, блять. Ой, вот эта позиция, охуеть.
Хватило, блядь. Ну там опять снайпер в окно сидит, палит. Ну, сука. Он там так и сидел, блядь, просто на фул контроле, блядь. Ползает, блядь, червяк ебаный. Пошел. Че, еблан? Блять. Я вижу, я думал, там нашего ебнут сейчас. Он живет. Поэтому почему мне его не слышно? Ну я же, блядь, я же понимаю, что он там должен идти, но ни шага вообще, блядь. Ясно, его убил. Сори, мужик.
Ладно. Боже, блядь, ну сдвинься ты с места, уёбок. Пиздец. Я же... Я не знаю, какие там тайминги я ловлю, блядь, но это полный пиздец. Блять, они мин тут еще наставили, хуесосы. Блять, ну мы проебали, забей. Просто забей, блять. Я второй очень плохо сыграл. Первый отлично вообще, второй что-то не пошло. Че, Москва? А, тогда не последняя. Я же поменял. Ладно, давай сам сыграем. Я тебя ёбну, блядь. Ай. Okay, let's go. Где они все? Я его убил? Не... А там?
Ай, не надо, дядя. Вы съебали, вы только в окна что смотрите? Блядь, ты собирайся давай. Снаряжение. Блять, ладно. Нет, с этого говна, блядь, убиваю. Так, ладно. Блять. Охуенно. Скайбокс. Просто. Нельзя прострелить. Гениально. Пизду, блядь. Нашим сейчас примут. Нет, ты умрешь.
ты псих. Ну, в меня свой стреляет, блять, ну зачем? Я тороплюсь, что ли? Я не понимаю. Да он... Где они? Они тупо сидят, крысят или что? Что они, блядь, контроль? Где они? Дай бог тебе здоровья, блядь, долбоёб. Наш тиммейт, который, блядь. Просто пиздец.
Сейчас ластовую. Убираю просто нахрен эту Москву. И Берлин. Хочу этот ТЦ сыграть. Ну, я уже 10 качнул. Нормально. Ой. Поляки 50-го левела, блядь. Слим Шейди. Эхе-хе. Заебал. Ага. Ай-яй. Я-то охуел. Или меня пустят заново. Пустила, нормально. Убил? Да, убил. Вижу. Ой, это свой. Как ты? Блять, но здесь проблема, здесь надо с шагами что-то делать. Это пиздец вообще какой-то. Своих ты охуенно слышишь, чужих ты не слышишь вообще, блять. Он мне что, въебало попал? У меня 100 хп, блядь. А, у него новый снайпер. Понимаю.
Это я долбоёб. Ты не умер. Черт. Ты... Блять. У меня просто вот кроме, блядь, боже, я ничего сказать не могу про таких игроков вот этих вот, блядь. Лечь. Конечно, слишком охуенно. Лежать, сука. Я был в полной уверенности, потому что его сейчас гранаты ебанят. Но что-то не ебануло. На цветке отыгрывается, блядь. Просто весь магазин в него разрядил. Ну, такого сделал, интересно. Я его не вижу. Он меня видит. Вопрос. Какого хуя? Ебать, он нихуя нас прострелил, блядь. Это что, гений получается, блядь? Может, тебя услышал, братан. А тебя вообще не слышно. Все, можно идти спать. Спокойной душой. Я чё? Говна поел? Поел. 80. 0,8 КД, блядь. Ладно. Ты уже, наверное, устал, сказывается. И все вот это. Это, естественно, мои отговорочки. Блядь, что-то хуйни какой-то понаоткрывал, походу. Пиздец. Что там? Да, я понял, вот эту я хуйню открыл какую-то. Естественная параша какая-то, блядь. Все правильно. Чё, коллиматор? Блядь, коллиматор еще не открыл. Ладно. О, это, кстати, ничего здесь. Это мне надо. Что ты мне здесь горишь? Что? 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 Коллиматор еще не открыт, блядь, иди нахуй.
Ух ты ж, ёпта, я вот эту вот армору вот этот открыл. А вот это вот я поставил. По любасу. Пусть я буду не так быстро двигаться. Только 3 обвеса? А зачем? У меня же есть этот, который сильно увеличивает. Я вот это вот убираю. Не могу, да? Подожди, я не в тот класс зашел. Нет, похуй, это тоже. Пока все не открыто, насрать. Это бы, конечно, хорошо. А, нет, вот это говно. АТС, короче, столько надо. Мазал новый я еще не открыл. На следующем. Ну, тоже непонятно, нахуя она. Вопрос. Когда открывается следующий снайпер на 19 левеле, да? Точность ИМ 2000. Ёпта. Ну, я так понимаю, что дамаг у них у всех одинаковый. Ха. Интересно. Меньше дальность. Вот сюда, конечно, X4 прицел. И на маленьких дистанциях бегать, бля. Так, а это у нас когда 4 ссылал, ну? Угу. Что, опять, блядь, какая-нибудь хуйня? Все, доволен. Отлично. Так, АДС. Sprint to fire, нет, Sprint to fire. Чтобы быстрее стрелять. Когда бежишь. Опа. Блять. Спорно вообще. Наверное, не буду ничего ставить. Ну, это какая-то шляпа. Угу. Невидимый для... Нихуя это как-то. Fire spread минус 10 максимум, да? Пока то, что я видел. Ну, короче, все говно. Я понял. Остальное не скоро открывается. А, нет, ну 12. Ну, это уменьшенные магазины, это мне не интересно. То есть надо до 34 вот эту хуйню качать. Понятно. Сейчас. Сейчас. Вот, щас. Так, пожалуй, на сегодня все. Поэтому это, если что, скрипить не стул, а скриплю я. Спасибо всем большое, кто сегодня был, смотрел, наблюдал, поддерживал. Всех обнял, приподнял, поцеловал. Не болейте.
Всем спокойной ночи. Набирайте сил. Всем удачи и всем